Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Начинаем сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Шутка, посвященная эзотерике. Сегодня пятница. Ну что, Елена, я сегодня разместил объявление в своей группе в Facebook Дуйко Кайлас и РТС. Здравствуйте, задайте свой вопрос по эзотерике, и я на него вам отвечу в сегодняшнем вечернем вебинаре по эзотерике. Получил я 189 вопросов. Сегодня я постараюсь максимально на них ответить. Здесь ссылка, на которую вы можете переходить и задавать свои вопросы. И Елена Уланова. Андрей Андреевич, здравствуйте. Мы тут с подругой рассуждали, я обещала, что спрошу. Скажите, пожалуйста, вот раньше на Земле жило мало людей, то есть их душ. Вот они умерли и снова родились. А откуда столько много сейчас? Может Бог продолжать их создавать? Нет. По моему мнению, все души уже созданы были в момент появления Земли. А вот появляются они поочередно. Большее количество, чем может быть, не может появиться одновременно. И души перерождаются, и это будет происходить долго. В тот момент, когда люди достигнут очень высокого количества жизней на планете Земля, и количество людей как бы подойдет к демографическому кризису, то есть количество людей будет рождаться, как утверждают некие ученые, достигнет нормы, более чем можно этих людей прокормить, начнется демографический кризис. Такого события никогда не произойдет, потому что я считаю, что люди просто перестанут рождаться, так как это уже наблюдается в данный период времени, когда популяция людей увеличивается и достигает какой-то определенной высокой частоты на 1 километр или там какое-то большее количество места или территории, то исчезает возможность у мужчин и женщин рожать детей, так как по непонятным причинам очень часто у них дети не появляются. Это в данный момент происходит на Земле, мы это видим. Я думаю, что с увеличением популяции мужчин и женщин количество детей, которые могут рождаться, будет уменьшаться. Тем самым, видимо, стоит какая-то программа определенная, которая мешает нормальному рождению. Такого еще не было в СССР, такого не было еще 70-80 лет назад, и такое появляется сейчас все чаще и чаще. И за этим можно наблюдать. Количество людей, которые сейчас... Раньше не было проблем для того, чтобы рожать детей. Сейчас такие проблемы очень распространены, и мы, где бы мы ни жили, со временем начинаем замечать, что количество детей или количество людей, которые хотят иметь детей, не уменьшается, но количество людей, которые могли бы иметь детей, уменьшается. То есть все больше семей обращается к эко, все больше людей сталкиваются с тем, что даже после длительной совместной жизни дети не появляются. Это в данный момент проявляется все чаще и чаще. Елена Уланова. Интересно, может Андрей Андреевич также расскажет что-нибудь? Вот рассказал. Надежда Корбут. Андрей Андреевич, спасибо вам за вдохновение, мудрость и знания. Делаю практики СНГ. Приобрела 2 семинара по своему вопросу. Вижу, внутренне очень изменилось, а вопрос мой такой, жизненный, не решается. Знаю, что нельзя, но впадаю в отчаяние. Посоветуйте мне, что еще можно предпринять. Обычно человек впадает в отчаяние только в том случае, если у него нет мотивации или метацели, или мегазадачи. Для того, чтобы вы никогда не впадали в отчаяние, найдите, для чего вам жить. Найдите в себе желание что-то делать для детей, для страны, для... я не знаю, для кого-нибудь выберите или для чего-нибудь, чтобы там создать себя или прославиться, или создать какое-то там событие, или, я не знаю, в общем, найдите для себя какую-то вот такую глобальную задачу, пусть она вас вдохновляет. Вот когда вас начнет вдохновлять что-то, это отчаяние исчезнет. Так, когда у человека появляется метазадача, и он мечтает об этой метазадаче, она его вдохновляет, эта метазадача. Такая метацель или метазадача, ради нее можно жить.
И когда впадает человек в отчаяние, он может себе сказать: я живу только для своих детей, или я живу для того, чтобы изменить людей в мире этом, или я живу еще для чего-то. Вот каждого человека должна вдохновить его персональная метазадача. Именно поэтому очень часто религиозные направления, они могут помочь человеку, чем очень много людей со временем впадают в отчаяние, потому что вначале они живут для детей, а созрев или став взрослыми людьми, они теряют такую надежду жить для детей, а научиться жить для себя, такой мотивации в них не заложено. Вообще хочу вам открыть секрет. Самая главная задача человека, которая есть у него на земле, заключается в том, чтобы он прожил свою жизнь от самого начала и до самого конца, пройдя все этапы эволюционного развития, которое называется жизнь. Вся наша жизнь — это пункт между рождением и смертью, и нам его необходимо достойно прожить. А достойно — это значит выбрать для себя, на какой стороне мы находимся, на стороне все-таки добра или на стороне зла. Если на стороне добра, то мы больше радуемся, чем страдаем. Если на стороне зла, мы больше критикуем, обвиняем, ненавидим всех окружающих людей. Есть еще одна сторона, это люди, которые совершенно не живут своей жизнью. То есть они не могут расслабиться, они не могут как бы принять себя, и всю свою жизнь они начинают жить, повторяя то, как живут другие люди. То есть все люди едут загорать там, за границу, они хотят ехать. Все люди поступают так, они хотят поступать. Это очень часто я наблюдаю в момент разговора с людьми. Если человек не живет своей жизнью, тогда зачем ему его жизнь нужна? Если человек не живет своей жизнью, не принимает сам свои решения, не желает делать так, как его сердцу приятно, а не так, как хочет кто-то, то в этот момент, наверное, высшие силы и забирают жизнь человека. Почему? Зачем продолжать жизнь человеку, если он не живет своей жизнью, если он живет, повторяя идеи других людей, повторяя желания других людей, следуя желаниям других людей, создавая условия жизни для других людей. Там кто-то написал мне сегодня в YouTube: Андрей Андреевич, скажите, вот мы пенсионеры, как мы должны выживать на планете Земля и так далее. Вы знаете, данный вопрос, он ко мне не относится. Мне чрезвычайно неприятно это говорить. Самая маленькая пенсия на территории Украины на сегодняшний день — это 2118 гривен. Если взять и поделить 2118 гривен на каждый день, то получится приблизительно 70 гривен в день. Если поделить 70 гривен на сегодняшний курс доллара, получится приблизительно 2 доллара 40 центов на протяжении одного дня. То есть то правительство, которое живет в этих странах, оно должно взять калькулятор и посчитать. Оно должно взять калькулятор и посчитать, как живут люди, которым они говорят о том, что у нас уже становится лучше. То есть если люди считают, что то правительство, которое есть и управляет миром, и дает людям 2 доллара 40 центов на то, чтобы человек прожил на протяжении дня, я считаю такое правительство абсолютно все недееспособным. Если это было до этого, то я считаю, что все правительство и вся власть, которая существовала до этого момента и существует сейчас, это правительство, которое решает исключительно сугубо свои индивидуальные какие-то вопросы, при этом дать человеку 2 доллара 40 центов, чтобы он выживал на протяжении дня, я считаю государственным преступлением и считаю это самым обычным где-то геноцидом обычного престарелого или послепенсионного населения, чего делать нельзя. Особенно это касается тех людей, у которых нет детей, тех людей, которые работали как бюджетники, то есть получали зарплату, были библиотекарями, были работниками паспортного стола, были работниками и помогали своей стране, помогали людям обычным. Эти люди могут сейчас жить и жить на 70 гривен в день, на 2,5 доллара в сутки. Я считаю, что это показатель нищеты, так как есть еще квартплаты, есть еще стоимость фармации и так далее. Но, к сожалению,
Если бы я что-то мог сделать, я бы обязательно это делал. Но я, к сожалению, не имею такой власти. Все такие вопросы, их необходимо задавать правительству. Писать письма, объединяться в партии, там что-то делать. Ко мне они, к сожалению, не относятся. Извините, что в эзотерику я приплел еще и вот такую тему. Ирина Шокола. Андрей Андреевич, можно ли практиковать ступени в данный период? Да. Часто задается вопрос мне, и там есть в YouTube есть видео, где я выступая, читая мантру Чигимо и мантру для денег, закрываю глаза. Так вот, я хочу вам сказать, когда человек с открытыми глазами читает мантру, то он эту мантру посвящает себе. И так такая мантра будет работать на него. То есть, читая для себя мантру, я должен сидеть с открытыми глазами. А если я читаю мантру для людей, то я должен с закрытыми глазами ее читать. Так, чтобы не забирать себе ничего. Таким образом, служение для другого человека или чтение мантры для другого человека с закрытыми глазами гораздо эффективный способ помочь людям, чем чтение мантры с открытыми глазами. Тем не менее, и первый, и второй способ оба хороши, но способ с закрытыми глазами для чтения для другого человека более хорош. Просите за кого-то, глаза закрывайте. Просите за себя, глаза открытыми держите. Нургуль Шукурова. Спасибо вам за шикарные скидки. Много чего приобрели. Пожалуйста. Скоро у нашей дочери намечается операция 7 декабря. Пожалуйста, пожелайте нам успешной операции. Пусть у вашей дочери все пройдет успешно. Правильно ли я выбрала мантру Эмахой Марасаец? Да. Чтобы читать, когда буду делать операции дочки, не переживайте, все пройдет предельно хорошо. Марина Жабен или Жабен. Андрей Андреевич, огромное спасибо за ваш труд. Ответы на вопросы вы всегда даете. И в каждом вебинаре, коль крутится вопрос, вы отвечаете всегда. Спасибо большое, пожалуйста. Юлия Глухманюк. Здравствуйте. 2 года назад мама находила в конце своего огорода в деревне подкопанные в корень картошки гусиные яйца раза 2. Отчим сильно пил после этого, а когда завязал и 2 месяца не пил, внезапно погиб. Моя тетя в том же селе нашла в своем огороде, где удобнее подлезать чужому человеку, зарытое гусиное яйцо. И теперь переживает, как бы чего ни случилось. Думаем, в селе колдушка нехорошая есть. Что делать, если обнаружил такую находку? Как аннулировать зло, если это все-таки намеренно было сделано? Спасибо за ваш труд. Помочь вам несложно. Существует определенное слово, которое можно произнести 108 раз, и любое колдовство, которое находится от вас на расстоянии полкилометра в диаметре, будет аннулировано. Но это может быть аннулировано в случае, если человек не служит прямо темным силам, то есть не призывает астральных существ, там, определенных астральных существ. Но я не думаю, что все-таки такие люди бывают, то есть они считают себя там дочерью Антихриста, там, женой Бабы-Яги или мужем Бабы-Яги, не знаю вообще, что там с ними происходит. Их можно условно назвать людьми-колдунами. Вот таких колдунов, на них вернуть всю магию, которую они поставили, просто так нельзя. Потому что такое колдовство не им возвращается, а идет вначале в астральный мир, и после чего может вернуться и повлиять на вас с плохой стороны. Можно ли как-то это убрать? Мой ответ такой: да. Если вы хотите когда-либо остановить влияние такого колдуна, то сделайте так. Если у вас частный дом, то вам необходимо взять нож какой-нибудь, нарисовать мелом треугольник, представить или сказать, пусть колдун появится, и воткнуть этот нож прямо в середине этого треугольника. Тогда если это дома вы делаете, то можно внутри в квартире воткнуть нож в раму, так чтобы он стоял на протяжении или торчал из рамы вашей оконной на протяжении хотя бы 1,5–2 месяцев. И только после этого можно магию возвращать. Каким образом ее возвращать? Запомните слово. В случае, если поставил обычный человек или обычный там кто-то пожелал, плюнул, махнул, я не знаю, там, или магию навел, яйцо накатал, там шприцы подкинул, вольт произвел и так далее. Убрать это можно, произнеся 108 раз определенные слога. Сегодня я хочу вас познакомить с этими слогами. Они звучат так. Этот слог «Тидой дурак».
необходимо сказать «Тидой, дурак» 108 раз. Таким образом, любая магия, наведенная на человека ранее, наведенная сейчас, будет полностью уничтожена, и вся магия вернется к тому человеку, который на вас эту магию поставил. Будь то закопанные яйца или еще что-либо. Таким образом, это все устраняется, аннулируется и осознанно возвращается многократно умноженное тому человеку, который это все поставил. Поэтому, если вы в маленькой деревне или где-то в доме, потом можете смотреть, кто сломал ногу, у кого глаз выпал, и там, кто перестал ходить на своих ногах. Ольга Коваленко, такие мы добрые. Ха-ха-ха. Ольга Коваленко, уважаемый Андрей Андреевич, слушала ваши вебинары, даже не нужно вам задавать вопросы. Отлично. Спасибо, дорогие мои. Вы сами ответ на все вопросы. Да. С большим уважением к вам, ученица второй ступени Ольга. Жду вашего вебинара. Здоровья вам и вашей семье. Я передам. Я каждое утро вот так вот, если не вижу жену, то целую ее на телефоне. Видите, вот здесь она изображена. А так вообще ее целую, когда просыпаюсь. Потом целую детей. Потом целую всех, кто с нами работает. И очень хорошо отношусь ко всем. Оксана Ифанова. Добрый день, уважаемый Андрей Андреевич. Можно ли подарить Метасоник своему сыну, или он должен приобрести его сам, чтобы Метасоник с ним работал? Посоветуйте, если можно, Метасоник лучше моему сыну. 10 или 12? 12 лучше, очень признательно. Пожалуйста, можете сами купить и подарить. Все будет работать. Мама сыну может дарить. Ирина Дорогина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Вы говорили, что когда просыпаешься утром, нужно сначала умыться. Да, в начале лицо, после чего руки. Или в начале руки, после чего лицо. Если вы считаете, что на вас кто-то влияет, нужно набрать в правую ладошку и вот так за спину брызнуть водичку. Потом в левую и тоже назад. Если вы девочка и вечером приходите домой и долго гуляли в короткой юбке, то вас могли тоже сглазить, после чего на протяжении 3, 6 или 9 месяцев такой сглаз может проявиться в виде сыпи на лице или на теле. Это сыпь от того, что вас сглазили. Убрать несложно. Перед тем, как утром пойдете на унитаз, необходимо потерпеть, подойти к водичке, набрать в правую ладонь и брызнуть на левую ногу. В левую ладонь брызнуть на правую, после чего брызнуть через левое, через правое плечо, помыть вот так руки и умыть лицо. Таким образом будет все убрано. А у меня такой вопрос. Часто я просыпаюсь в 4-5 утра в туалет, потом иду досыпать. В какой момент умываться? После первого или после второго? Если я иду в 4-5 утра в туалет, то это первые признаки, что что-то с организмом не так. Потому что человек ночью должен спать. И что же такое необходимо делать? Необходимо определить, может быть, меньше водички пить, или может не кушать на ночь, или может высокий инсулин, или может у вас там высокая глюкоза. Обратите на это внимание, потому что так происходить не должно. Человек должен засыпать в определенное время и просыпаться утром. Ночью он должен спать. Тем не менее, если там ночью хочется по-маленькому сходить, это может быть заболеваниями почек, если по-большому, это может быть несварение желудка или несварение что-то с кишечником, дисбактериоз, допустим. И это все необходимо вот так устранять. Но, тем не менее, если вы ночью идете и вам необходимо в туалет, то не нужно умываться. Умываться и вот так мыть лицо, руки необходимо перед тем, как вы выйдете в люди, выйдете в свет, выйдете куда-то. Вообще, что это такое? Это, знаете, как очиститься, это как духовное очищение. Также и с мантрами очень часто происходит, и с кодами. Вот для чего человеку читать мантры или для чего человеку читать коды? Это, знаете, как пообщаться с Богом. Это как чистить зубы. То есть человеку необходимо прийти в какую-то норму, в более, наверное, воодухотворенное состояние. Настроить себя на то, чтобы не быть вредным зверем, нервным там, или еще кем-то. Иногда это необходимо. Со временем, когда сознание и чувство привыкает к этому, надобность или потребность в том, чтобы заниматься ежедневно, отпадает. И просто живешь вот естественно, как нормальный, абсолютно нормальный человек. То есть нет необходимости утром заниматься, читать коды и так далее. Основная медитация в такой момент — это медитация просто радуюсь жизни, восхищаюсь
от того, что что-то прекрасное в жизни происходит и так далее. Юрий Булгак. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Познакомился с молодой женщиной, она мне нравится. До этого читал мантру, чтобы привлечь любовь. Но дело в том, что она сейчас как 2 месяца в запое. Ну вы даете. Вы даете. Из-за того, что бросил гражданский муж. К тому же она практикует черную магию общения с мертвыми. Как помочь и нужно ли с ней связывать свою жизнь? Я уже прохожу первую ступень 2015 года. Когда, допустим, вот я решил, допустим, прийти в супермаркет. И мне говорят, сегодня акция, вы можете совершенно бесплатно выбрать для себя яблоки. И вот там в конце более дешевые яблоки, а здесь в начале более спелые яблоки. Я думаю, куплю-ка я себе более дешевых яблок. Они красивые. Подхожу к более дешевым яблокам, а они все гнилые. И я их набираю целую кучу и говорю, да я порежу их с разных сторон, а потом их поем. Так вот, если у вас если есть каждый день гнилую картошку, гнилые яблоки или орешки с молью, рано или поздно, скорее всего, чем-нибудь заболеете. Это проверено. Если каждый день есть мясо чуть-чуть пропавшее, обязательно заболеете. Доказательство. Новый год. На Новый год все люди и на второй, и на третий день доедают пищу, которая не влазит в холодильник. После этого самое большое количество отравлений как раз и происходит после Нового года, когда люди больше всего обращаются в гастроэнтерологические какие-нибудь клиники, потому что у них отравление. Почему? Потому что оно там бродит все, они принимают антисептик, после этого доедают там позавчерашнюю пищу, которая лежала на столе и целую ночь бродила, или там на третий день, после чего становится плохо. И, конечно же, после новогодние семинары обычно по здоровью провожу, они называются «Как избавить себя от токсического отравления», что такое дисбактериоз и диспепсия и так далее. Я рассказываю, как справиться с бесконечной диареей и так далее. Ну что ж, вернемся к вашей теме. Что же вам делать? Мой вам совет. На свете существует огромное количество нормальных людей. Не спасайте человека, который выпивает и добровольно вышел на этот путь. У вас есть возможность связать свою жизнь с человеком, который сам счастлив, и рядом с ним вы будете счастливыми. Вы свежая душа, не нужно вам из полумя до ват. Ищите хорошие яблоки. Для хороших яблок мужчине необходимо только хороший внешний вид. Одевайте хорошую одежду, чистую одежду, следите за собой, будьте постриженными, состригайте ногти, хорошо пахнете. Общайтесь с кем-нибудь, обязательно кому-нибудь назначайте встречи, общайтесь в Вайбере, может быть, с кем-то. Найдите радостную, хорошую, интересную женщину, которая не занимается магией, которую не бросил муж из-за пьянства. Не нужно, вы, Юрий, хороший человек. Пусть она достанется какому-нибудь другому человеку, больше достойного ее, чем вы. Саша Забияка. Добрый день. Возник такой вопрос. Все везде говорят пить больше воды. Но какую воду нужно пить? Если человек живет в городе, как можно хоть немножко улучшить водопроводную воду или все же пить кипяченой? Считаю, что водопроводная вода, которая течет из наших кранов, в наших городах достаточно очищена для того, чтобы человек мог ее принимать в том неочищенном виде, в котором она течет. Я считаю, дело в том, что этим занимаются у нас водоочистительные станции в каждом из тех городов, где мы проживаем, и вся вода, которую получаем мы, она достаточно очищена для того, чтобы принимать ее в сыром виде. Чего я бы не рекомендовал делать в других странах, в отличие от постсоветских стран, где к этому относились очень серьезно. И за этим следит, как ни странно, санитарно-эпидемиологический контроль и так далее. Я бы все-таки рекомендовал, если вы боитесь пить воду кипяченую.
Периодически человеку необходимо пить минерализированные воды с высоким содержанием калия, натрия, если кожные заболевания фосфора, если почечные калия, если заболевания кишечника и легких, ну, железосодержащую. В случае, если вы дома пьете воду и вам после воды плохо, или после воды у вас диарея, принимайте воду кипяченую. Это говорит о том, что воду необходимо отдать на то, чтобы провести исследование, определить, что ж вы с этой водой не в порядке. Если бы вода была неочищенная, мы бы ее получали в неочищенном виде, то было бы очень много заболеваний. Они бы носили эпидемиологический характер. А наша вода чистая. По поводу большого количества воды я хочу вам сказать. Рассчитать воду, сколько человеку необходимо, можно по весу. Смотрите, в случае, если у вас 100 килограммов веса, то не вредящее здоровью потребление воды у вас будет 1 литр. В случае и больше уже будет приносить вам неудобства, которое заключается в отечности. В случае, если у вас 60 килограммов, то максимально допустимая норма воды, которую вы можете пить в чистом виде, должна быть не больше 600 грамм. Так как в дальнейшем переизбыток такой воды может приводить и к отекам, и даже к отравлению воды, даже водой. И такое часто бывает. Когда говорят о том, что каждый человек должен пить 2,5 литра воды, я обычно смотрю, вот во мне сейчас 100 килограмм, а вот сейчас оператор сидит, у оператора, сколько у тебя килограмм? Нет, а у оператора где-то 45, ну или 50. И если сравнивать меня, то тогда я могу литр свободно выпить, но она сможет пол-литра воды. Именно поэтому в случае, если если я буду литр вместо него 2 принимать, то буду отекать. Поэтому и еще не нужно ни в коем случае принимать это как концептуал и пить очень долго, по многу. Если вы пьете долго, по многу, вам может стать легче, но не делайте это задачей номер 1 в своей жизни. В тибетской медицине, которую я когда-то изучал очень давно, там было сказано о том, что если человек хочет поправиться, то он должен принимать воду после приема пищи и во время приема пищи. Если человек хочет похудеть, то перед каждым приемом пищи он должен выпивать стакан прохладной воды. Также, чем холоднее вода, тем меньше пища усваивается. Именно эта идея и была принята компанией Coca-Cola в свое время как одной из успешных маркетинговых программ для того, чтобы давать Coca-Colу, которая, как известно, гораздо вкуснее, в очень охлажденном виде. Именно поэтому советуют обычно принимать Кока-Колу в охлажденном виде. И в этом есть секрет. Если кушать много картошки и кушать много хот-догов, запивая это холодной водой, то усваиваемость этой пищи будет гораздо ниже, чем усваиваемость пищи, которую запьют чайком. Именно поэтому, если вы запиваете вкусный обед горячим чаем, знайте, ваш обед, скорее всего, усвоится быстрее. А если холодной Кока-Колой, то тогда усвоится медленнее. Вот такая вот интересная, такой сегодня интересный какой-то вебинар получился. Ольга Васильева, скажите, пожалуйста, сейчас говорят о коридоре затмений. Можно ли в данный период выполнять денежные практики, читать коды, заклинания или пока подождать? Можно уже читать коды и заклинания. В преддверии вот этого периода затмений, который начался 15 ноября, насколько я знаю, из лунного затмения и закончится 30 декабря солнечного затмения, солнечным затмением, вот этот период, его необходимо воспринимать как перевернутую карту. Вот смотрите, следующий год, какой там у нас следующий год? Это у нас год Железного быка, 2021, наверное, да? Надо посмотреть, Женя. Ну ладно, скорее всего. 2021 год это год Железного быка. И это год, который, по идее, должен приносить людям материальный рост, успех в финансах и так далее. Там, как золотой телец. Но из-за того, что в преддверии наступления этого года идет плохая карта, то есть идет череда затмений, то год должен идти как перевернутый, то есть телец, стоящий вниз рогами и копытами вверх.
О чем это говорит? Это не очень хороший год будет, потому что этот год будет связан с огненной энергией, с нервами, с какими-то запретами, с бесконечными санкциями. Вновь начнутся какие-то провокационные такие истории, они будут на территории России, на территории Российской Федерации и в том числе и в Казахстане, и в том числе в Украине и так далее. Ну и не очень он такой хороший из-за затмений. Но пока было лунное затмение, не нужно было читать денежные мантры. А вот с этого момента, вот с начала прошлой недели, можно уже читать. И можно не заморачиваться. Для всех нас, учеников школы Кайлас, а также народа Инды, чью медаль я ношу. Здесь изображение нашего символа народ индов. И для нас этот год будет, как всегда, самый лучший, самый красивый, самый родной, замечательный, любимый, с самым высоким доходом и так далее. Почему? Потому что мы необычные люди, мы занимаемся эзотерикой. Елена Тупикова. У меня какая-то внутренняя борьба. Есть предложение переехать в новую квартиру, взяв ипотеку под мое имя. Дочка говорит, будет выплачивать. Спросила маятника, он ответил двояко: переехать, а с выплатой проблемы. Не надо переезжать в этом году. Если вы созреете, то переезжайте аж в сентябре на следующий год. Потому что у дочери будут не очень хорошие изменения в жизни. Поэтому не торопитесь с этими ипотеками. Ильяна Гардер. Дорогой АА, дайте, пожалуйста, мантру для запуска ваджры письменно. Вы так быстро говорите в видео, когда покупаете ваджру. Спасибо. Мантра звучит так. Ом кате викате роса грасамани соха. Ом кате викате роса грасамани соха. Святок Кучер. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Что вы думаете о филиппинских целителях, которые могут своими руками проникать в физическое тело человека и делать маленькие операции? Спасибо за ответ. Я никогда не встречал таких людей. Ничего не могу сказать, не могу ни отрицать, ни каким-то образом развенчивать. Я с этим совершенно не знаком. Но я, наверное, с позиции тех знаний, которые у меня сейчас есть, наверное, не особо бы верил вот такой методике хиллеров на Филиппине. Ну а там у каждого свое. Тамара Бондаренко. Андрей Андреевич, здрасте. У нас во дворе везде возле дома посадка винограда. Защита в жару, но подвязка закопаны металлические трубы и проволока. Очень много. Влияет ли это на наше самочувствие? Как сделать, чтобы было хорошо? Много ржавчины. Много ржавчины влияет. Но ее же можно собирать и убирать. В случае, если много ржавчины, то она может проникать каким-то образом и напитывать сам плод винограда и так далее. Но не стоит этого бояться. В целом, виноград сам по себе является мощнейшим антиоксидантом. И в винограде находится уксусный спирт, виноградный спирт и кислоты там всевозможные, пировиноградная кислота. И вот эти вещества, они наоборот выводят тяжелые металлы из организма. Именно поэтому виноград необходимо принимать в виде изюма. Он имеет ряд вот таких уникальных свойств. В случае, если у человека даже там экзема или псориаз, можно виноградину синего цвета раскусывать, только более кислую, и смазывать такие места. От лишая помогает, с псориазом небольшого размера справиться и так далее. С бляшечками какими-нибудь маленькими, даже с родинками. Поэтому ничего в этом страшного нет, на вас это не влияет. Если вы кушаете виноград, не влияет, а если землю загрязняет, ну, можно, наверное, перекапывать или убирать. Александра Сикорская, спасибо за огромный труд людей, пожалуйста, а за все, что вы делаете для этого мира. Я и моя мама переболела ковидом. Сейчас лечим последствия этого заболевания, тромботизация сосудов. Что вы можете посоветовать из ваших препаратов? Легкохода есть препарат, Рутин и Бактамакс. Применяйте все 3 препарата по 2 таблетки 3 раза в день.
Маме 52 года, принимает препарат Ксалерта. Я дозу 20, а мама 10. Спасибо за ответ. Дело в том, что бесконечный прием препаратов антикоагулянтов это не совсем безопасно. Ни для взрослых, ни для очень взрослых. И хотел бы посоветовать вам все-таки в дальнейшем не подсаживаться на препараты антикоагулянты. Их можно заменить в небольшой дозировке аспирином и медицинским препаратом аскорутином. И можно принимать там полтаблетки аспирин. Самый лучший это тот, который нерастворимый, а тот, который выглядит как советский аспирин. В таблеточках, вот полтаблетки или целую таблетку, и обычный дешевый препарат аскорутин, тоже по одной таблетке 2 раза в день. Саша Забияка, Екатерина Иванцева, вот здесь можете задать вопрос, понял. Александр Страшко. Хотел спросить у вас, есть предложение поехать на работу в Литву, но Польша не пустила транзитом, хотят применить метод дикобраза. Подскажите, пожалуйста, стоит ли пробовать еще раз? Нет, не пустят вас, к сожалению, Саш, Александр, поэтому не торопитесь вы, пока еще аж до весны оставайтесь, где вы живете. Ольга Рудая. Подскажите, можно ли представлять золотые бублики на животе, если работает телевизор? Можно, либо надо в тишине. В тишине будет лучше работать. То же самое в отношении кастрюли с золотом в животе. Надо в уединении или в любой обстановке? В любой обстановке. Александра Сикорская. Я и мои дети решили продавать дом, так как они будут эмигрировать. Я пока останусь. Могу я удачно продать и купить домик для себя? В этом году нет, в следующем году аж к ноябрю или сентябрю. Нина Вальчинская, большое спасибо за ваши знания, которые вы с нами делитесь. На прошлом вебинаре вы сказали, что оникс плохо иметь дома. Мы сделали из оникса камин, дорогой, дизайнерский. Он не черный, а оранжевый. Можно ли убрать негативное влияние? Нет, я не сказал оникс иметь плохо. Оникс иметь плохо дома в виде чаши и в виде шара. Во всех остальных вариациях хорошо. Единственное, что я бы вам все-таки посоветовал сделать, это измерить его радиационный фон. Так как очень часто, к моему сожалению, у оникса фон немного завышен. Ну и в случае, если он завышен, сделать какие-то такие небольшие, может быть, свинцовые, положить пластиночки сверху на него, чтобы немножечко подавлять такую радиацию. Василий Лещук, здравствуйте. Можно читать мантру с поднятием вверх руками с поклонами? Спасибо за ответ. Не только можно, а нужно. Очень часто у людей болят под лопатками, появляется под лопатками невралгии. Также болит там шейный отдел и так далее. Какое бы ущемление ни было, делайте или выполняйте вот такое упражнение. Делайте движение рук вверх. Вот такие движения, как будто вы окна моете. И если так делать на вдохе и выдохе и долго, то тогда пройдут вот такие боли. Также мантры или заклинания или коды читать лучше, поднимая руки вверх. Это действительно правда. Так они быстрее работают. Валентина Бенькова. Подскажите, пожалуйста, как помочь своей невестке забеременеть эзотерически? Могу ли я выполнять практики вместо нее? Можете. А они с сыном ни во что не верят. Да, вам необходимо для этого приобрести семинар, который называется «Коды Дуйко» и читать код для невестки. Тамара Маевская, спасибо за труд. У меня в квартире появились мыши. Это не частный дом и не первый этаж. Я в недоумении. На приманку не идут. Купила шум защита от мышей. Включаю по много часов, но проблема остается. Может ли еще какие-либо эзотерические методы избавления от мышей? Вся проблема и мышей, и кротов, и там каких-либо вот таких вещей связано с энергетически загрязненным пространством и говорит о том, что у кого-то в семье появляется тоска внутренняя. Мой вам совет: для того, чтобы коды эзотерические, шумы эзотерические работали лучше, очистите пространство. Очистите пространство, где находитесь. Как найти элемент загрязнения? Можно ли использовать какие-либо эзотерические практики? Да, можно использовать ясновидение. Необходимо представить, будто всю вашу квартиру вы видите сейчас, как будто в ней выключен свет. И мысленно пройтись по всей квартире. Вот где будет светиться этот предмет, который светится, его необходимо либо энергетически очистить, либо выбросить.
потому что это будет энергетически загрязненный предмет, который необходимо убрать. В случае, если у вас есть возможности и есть дар вот такой, что вы можете это просматривать. Как можно очищать? Я об этом очень подробно рассказываю на первой ступени школы Кайлас, которую вы можете сейчас в данный момент и на следующий год проходить абсолютно бесплатно, используя YouTube канал или мой канал. Я рассказываю там об энергетическом очищении пространства, рассказываю, как сделать так, чтобы близкие обожали друг друга, много даю практик, связанных с энергией денег, объясняю, что это такое, как это привлечь в свою жизнь, что такое здоровье. Это все в старых первой и второй ступени, которые выложены бесплатно. Екатерина Иванцова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как можно раз и навсегда побороть акне на лице? Последняя надежда на вас. Спасибо за ответ. Уберите сладкое из рациона питания. Каждый день смазывайте лицо моей мазью, которая называется изотоновая. И на кончике ножа принимайте напополам смесь полыни с содой. На кончике ножа 3, можно даже 4 раза в день запивая этот порошок водой. Также в случае, если это у вас клещ, то поможет мазь аверсектиновая, которая продается в ветеринарной аптеке. У меня есть еще один вопрос к вам. Как вы считаете, существовала ли раньше Атлантида? Не выдумки ли это? Атлантида существовала, но называлась она по-другому. А страна такая была. Андрей Андреевич, огромное спасибо, пожалуйста. Очень рада. Скажите, как эзотерически разобраться в ситуации? Ой, как интересно. Около 8 лет назад стала поручителем по кредиту. Заемщик не платит, мои счета арестовали. Силу к заемщику не применяю, не беру грех на душу. Никогда не была должником, не беру самокредиты у людей, тем более. Все комплатежи, время, а тут прямо испытание. Как поступить, подскажите, пожалуйста. А вы должны просто написать договор. Этот договор должника. Я это даю на своей второй обновленной ступени или даже первой обновленной ступени. Вы можете этим всем пользоваться. Используйте метод эзотерического договора. Я, к сожалению, сейчас данный вебинар его транслирую в YouTube, а мне не хотелось бы делиться вот такими методами в YouTube и давать их на общее распространение всем абсолютно людям. Я считаю, что этого делать не нужно. Не будем нарушать неисповедимые пути. Пусть все идет в гармоничной, правильной форме. Эзотерика не для всех. Бесплатная эзотерика для обычных людей, платная эзотерика для избранных. Скажите себе, вы кем хотите себя ощущать, избранным или обычным? Поэтому обычная магия для обычных людей — это вот такие вебинары. Выполняю практики на замужество, очень хочу свою семью, но уже очень долго я одна, и вот есть внутренний напряг и тревога, находятся иногда сомнения, сложится хорошо, как это убрать, как вселить уверенность в себе. Оля Илюша и Олюсья. Ольга Олюсья, хочу вам дать совет. Совершенно недавно, буквально месяц назад, я записал новый семинар, который называется «Быстрое замужество. Обновленный 2020 года». Я очень рекомендую использовать данный семинар для того, чтобы найти себе любимого мужчину. Он очень эффективно работает. Там есть прямо в этой группе обсуждение данного семинара. И там женщина пишет: через 14 дней после покупки данного семинара сделали предложение. Там очень много мужчин начали смотреть. Поняла, почему у меня возникали вот эти проблемы вообще. Поняла саму коммуникацию, что же вообще происходит. Поверьте мне, все очень-очень несложно. Просто объяснять это здесь я не хочу. А тревога — этого не надо. Тревога возникает от того, что у человека опускаются руки, потому что человек говорит: я уже не знаю, что мне нужно делать для того, чтобы изменить свою жизнь. Но это же буквально лежит на поверхности. В случае, если ты не знаешь, то тебе не хватает знаний. А если не хватает знаний, то это говорит о том, что все, что ты знаешь, тебе не подходит. Так как если бы то, что ты знала, и то, что тебе советуют, подходило, то это бы произошло. Поэтому вы и требуете совет. А для того, чтобы этот совет услышать, необходимо его дать. И этот совет, он не на 10 минут.
Это целая идея, что же такое происходит и почему у женщины опускаются руки. И там я объясняю некая такая коммуникация и мотивация, и даже эзотерика в ходе того, чтобы объяснить мужчине и женщине, почему у них не получается найти быстро, особенно важно, любимого человека. Татьяна Полубо и Аринова. Полубо и Аринова. Красивая фамилия. Я ученица 2 бесплатных ступеней. У меня умер отец. Скажите, можно ли продолжать делать практики? Можно. Можно. Лучше месяц не делать, но можно, если вас это поддержит. Ритуальную защиту хотя бы. Елена Литвиненко. На первой обновленной ступени вы даете много кодов от зла в миру. Их нужно по 108 раз читать. И все читатели, которые посчитаешь нужным. Можно все читать, которые посчитаете нужным. По 108 раз их читать нужно только раз в год. Обычно необходимо использовать четки, у которых есть деление по 8 штук. Вот каждые 8 можно привязать ниточку. Один код прочитали 8 раз, перешли к другому 8 раз. И так вот со всеми. Это занимает немного времени. Очень рекомендую читать такие коды. Они очень изменяют жизнь, создавая условия хорошие жизни. Человек как бы находит себя, начинает выпутываться из тех, казалось бы, непреодолимых и невыполнимых и нерешаемых вопросов. Развязываются такие сложные жизненные ситуации, узлы. Это все за счет вот этой второй обновленной ступени и за счет вот таких кодов. Кристина Мавромади. Небезопасно ли сейчас путешествовать? Живем на Кипре, очень хочется Новый год в Грецию на неделю. Спасибо большое за акцию, приобрела первую ступень из Сангая. Из Кипра в Грецию можно, а вот поехать в Египет я бы не рекомендовал. Учитель, поздравьте меня. Позавчера стала полноценным членом РТЕ. Поздравляю. Ваш труд бесценен, ваши препараты чудо. Спасибо вам, что вы есть. Спасибо и вам. Сергей Цой. Что нужно делать? Заезжаешь в дом, который купил. Есть эзотерические практики, чтобы, живя в этом доме, все было хорошо. Да, нужно обожать всех. Это самая главная эзотерическая практика, которая создаст в доме радость. Купите обожаемый вместе предмет и поставьте его так, чтобы все его периодически видели. Чем больше вот таких артефактов, которые нравятся и мужчине, и женщине одновременно, вы заполните свою квартиру, тем лучше будет у вас судьба и жизнь в этом месте. Не покупайте отдельно вещи, особенно дорогие или особенно очень красивые. Или покупайте так, чтобы предварительно показать там, мужу и жене, пусть они нравятся одновременно. Это некие артефакты, которые в дальнейшем создают очень приятное такое хорошие условия совместной жизни, потому что душу радует. Но в целом самое важное жить с человеком, который не бесит, не раздражает, а который нравится, и находить в себе все-таки возможность не грустить, не отчаиваться, не опускать руки, стараться как-то внутренне находить возможность говорить себе: я радуюсь от того, что у меня еще есть жизнь, я радуюсь от того, что я проснулся, я радуюсь туману, я радуюсь, что могу работать, я радуюсь еще чему-то. А если вы грустите много и очень сильно печальны, то есть совет: вместо того, чтобы грустить, готовьте еду и смотрите сериалы. Правильно. Они убирают у человека нервные состояния. Ну, такие не печальные смотрите. Галина Ван. Скажите, пожалуйста, шум для привлечения клиентов надо слушать только на рабочем месте, работаю в салоне красоты, или можно слушать дома? Можно слушать дома. Шум для привлечения клиентов работает через вас. Нинель Седлер. Здравствуйте, вы говорили, что можно пить березовый деготь при вирусах, а можно пить для профилактики? Да. По сколько капель? Начинаем с 1 на 1 столовую ложку воды до 10, потом в обратную сторону. Скажите, душа входит в человека в момент зачатия или сразу после рождения? Или еще очень волнует вопрос. Здесь сразу же такой вот вариант или такой момент. С чего вы взяли, что она в нас все время находится? Наша душа, она не находится в нашем теле постоянно. Она очень быстро двигается вперед-назад, вперед-назад. Наша душа, она двигается, она постоянно в нас не находится. Это самая стабильная субстанция. Один удар сердца, душа вперед, другой удар сердца, душа назад. Тем самым наша душа постоянно двигается. А дух где находится? Наш дух в нашей голове.
Еще волнует вопрос. Необъяснимый страх за родных — это предчувствие? Нет, это панические атаки, вызванные в вашем случае отсутствием витаминов. Поэтому попейте витамины, не голодайте, спите 1-2 часа днем, и вас отпустит. Вот так. Как определяется длина жизни человека? Длина жизни человека определяется волнами времени. В случае, одна из особенностей людей, которые долго живут, это особенность в их позитивизме. Они стараются во всем плохом найти что-то хорошее. Злюки долго не живут. Вы обижаетесь, знайте, когда вы обижаетесь, вы стареете и быстрее умрете. Поэтому, если у вас есть свекруха, которая очень часто обижается, знайте, ничего страшного, она умрет раньше. Вот так жестоко и ужасно. Да. Не нужно обижаться, берегите жизнь. Не нужно злиться, берегите жизнь. Иногда вы обижаетесь на какие-то совершенно ненужные глупые вопросы. У меня когда-то была ситуация с близким человеком. Ну, допустим, там с мамой. И там маме кто-то не так сделал ремонт, и она очень обиделась. И после этого начала плакать, 3 дня плакала. И потом я говорю, ну и мы все переделали. Потом я говорю, мама, зачем тебе это нужно было? Ты же все это время портила себе судьбу ради тех людей, которые для тебя это сделали. Ты же им ничего сделать не смогла. Зачем же нужно было так страдать? Ведь когда мы страдаем, мы укорачиваем свои годы, и это происходит очень быстро. Что от того, что что-то произошло? Старайтесь говорить, да ничего страшного, впереди целая жизнь. Время расставит все на свои места. Зачем вы боитесь с этими страхами, говорите, Бог меня создал, ему виднее, когда я умру, когда я буду, когда наступит конец, поэтому что я буду бояться? Богу виднее, Он меня создал. Вы же верите в Бога, вот пусть Он вам помогает. Я не ученица, но покупала СНГ. Иногда препараты очень хорошо помогают мне и детям. Но у меня ничего не получается, всегда помехи и разочарования. Почему, не знаю. Видите, я могу ответить. Дело в том, что вы даже задавая вопрос, не имеете конкретики. То есть вы мне пишете, у меня ничего не получается. Ничего не получается в чем? То есть у вас не получается готовить, или у вас портится белье, или у вас в чем не получается? Не получается зарабатывать, не получается чувствовать счастье. Какой вопрос? То есть это говорит о чем? Это говорит о том, что вы не сосредоточены. И вам необходима эзотерика для того, чтобы начать сосредотачиваться. У многих людей в голове хаос. Он и в сердце, и в голове. Они не знают, ничего хотят, ни к чему стремиться, ни что будет завтра. А что будет завтра, может создать вера. Говорить себе, скоро будет лучше. А как из хаоса что-то извлечь можно? Никак. Если в хаосе много энергии, а вы являетесь источником хаоса. А что может привести к тому, чтобы у человека хаос закончился? Необходимо успокоить энергию. Правда, если энергии много, ее необходимо успокоить. Как? Вы после просыпания не вставайте, а лежите еще час с закрытыми глазами, не шевелясь. Не хватайтесь за телефон. Пусть ваше сознание и ваши чувства успокоятся. Не надо никакие медитации там сидячие. Делайте медитацию после сна. Она очень простая. Ложитесь в любую позу, шавасану, или там лежа на боку, я не знаю, там как хотите. И не старайтесь быстро думать о чем-то. Не вскакивайте сразу. Это ваше культовое духовное время. Полежите. Ничего не говорите. Почешитесь. Расслабьтесь. Пусть вас ничего не беспокоит. Не включайте сразу автоматную очередь своих мозгов. Пусть скажет, мне приятно, еще полежу, ням-ням-ням, чур-чур-чур. А чтобы разочарований не было, проходите ступени. Ольга Блит. А можно ли читать мантры и коды, идя по улице? А можно ли, вот представляете, едет в автобусе человек, или там много людей, и эти люди, там кто-то читает, кто-то еще, и человек стоит и там начинает произносить химпра, 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 или пра. Но это некрасиво. Это неуважение к тем людям, которые рядом находятся, и вы можете создавать для них нехорошие вибрации. Кто-то испугается, кто-то скажет, что человек не в себе. Ну, давайте не будем будоражить людей. Идет человек вам навстречу, а вы идете с сумками и скажет, ага, она магичит.
Давайте будем это делать дома. Зачем вам ходить по улице и читать коды? Вообще я хочу вам дать совет. Пусть для вас эзотерика является такой некой системой, о которой не нужно трубить, о которой не нужно заявлять, о которой не нужно всем подряд рассказывать, о которой не нужно всем доказывать. Будьте пассивным эзотериком. Делайте так, чтобы особо никто не видел. Делайте так, чтобы там, как правильный профессиональный эзотерик занимается. Там, зашла в туалет, им Харидая Намахом, Клим Ширась Сваха, Сахукавачакахум. Все, вышла уже с ритуальной защитой. Пока никто не видит, села перед телевизором, надо что-нибудь в рот, там, с куском колбасы. Вы же целый день ничего не едите, а когда близкие уходят, нужно отрезать кусок колбасы, и они же голодают. И вы им эзотерически можете передать, чтобы они не голодали, съесть вместо них. Отрезали кусок колбасы, полный рот себе ею набили и начинаете в хорошем настроении жевать и читать мантру. Запечатали пространство, тихонечко что-то поделали и так далее. Не нужно, пусть это будут тайнами. Ни один человек, который меня знает, никогда бы и не подумал, что я один из самых знаменитых эзотериков на постсоветском пространстве. Почему я таким себя считаю? В нашем направлении огромное количество последователей. Уже на сегодняшний день, я недавно смотрел видео свое в 2014 году или в 2012 году, и я там говорю, у меня много последователей за 2 года, почти 10 тысяч человек. Так вот я могу вам сказать, что у меня много последователей в 2020 году, нас больше 1 миллиона человек. Нас очень много, нас очень много. Есть люди, которые просто слушают, они слушают 1 раз, потом проходит время 2 раз, потом проходит год, они меня находят и подписываются. А тех, которые имеют у себя семинары, их очень много. Спасибо, конечно, разным там системам складчиков и так далее, там огромное количество людей смотрело. С тех пор, как... Я ваша ученица, моя проблема в отношениях с дочерью. С тех пор, как она сошлась с мужчиной, родила ему 2 девочек, меня выгоняют, если я к ним приезжаю. Живем в разных городах, и старшую внучку настроили против меня. Не нужно заморачиваться. Я сегодня сказал очень хорошие слова. Время расставит все на свои места. Ну, если вас не принимают, то ради любви их можно оставить в покое. И тогда не едьте к ним. Поверьте мне, придет время, и мозги у них прояснятся, они все-таки будут к вам относиться лучше. Отпустите ситуацию. Иногда отпустить ситуацию, перешагните, перелетите ее. Иногда отпустить ситуацию — это самая лучшая возможность. Помогайте им финансово, отправляйте им, несмотря ни на что, 1 раз в неделю или в месяц небольшую сумму денег, если у вас такая возможность есть. Нет возможности, ну тогда желайте им счастья. Утром садитесь, говорите, пусть моему сыну везет в жизни, пусть у него работа будет хорошая, пусть невестке везет в жизни, пусть деткам, пусть никто из них не болеет, пусть скоро у них будет любовь, пусть они маму свою не забывают. Вот так делайте. А что вы можете сделать еще? А вы в бой настроили, надо побороть. Я всех настрою. А потом пишут мне, Дуйко какашка, я тебя ненавижу. Пишут, чтоб ты сдох, собака. А мне неприятно читать, я никому зла не желаю. Кажется, там одна женщина написала, я буквально позавчера читал, одна написала мне там на сайте секты, она написала, вы что, не знаете, Дуйко это секта, вот муж жил со мной, теперь наслушался, Дуйко бросил меня и пошел спасать человечество. Она ошибается. Он бросил ее, потому что мужчины уходят от женщины. Почему? Не знаю. У каждого свои завихрения. А повод? А вот струсил сказать, что она ему перестала нравиться. Струсил сказать. А повод может быть такой. А что Дуйко, он лысый, ему все сойдет. Я из-за Дуйко, все, я тебя бросаю из-за Дуйко. Я пойду спасать человечество. Так Дуйко не рассказывает о спасении человечества. Почему? Дуйко ярко заявляет, что ему вообще все равно. Пусть весь мир в труху, знаете, мне все равно. Мне все равно. Я в Адвайте, я в домике, я живу в своем мире, он у меня прекрасный. Я не стремлюсь к огромным деньгам, не стремлюсь к маленьким деньгам, вообще ни к чему не стремлюсь. Я стремлюсь обожать свою семью. Я там утром покушал,
после этого погладил свою Соню, после этого за ручки походили, вот завтра поедем в магазин, там что-нибудь купим, за ручки вот так. Вот сколько лет живем уже, куча детей совместных, мы за ручки засыпаем, за ручки просыпаемся. Разве это не повод чувствовать себя счастливым человеком? Как по мне, вообще самое большое счастье в жизни — это иметь близких, которых любишь. Там вышел в садочек или там где-нибудь, я не знаю, там так много всего, книжки можно писать. Вот я сегодня целый день там что-то писал и допишу, и у меня сегодня целый день такая идея: допишу и, наверное, сделаю, может, такой подарок. Попробую вам сказать, сейчас скажу, вот сделаю вам подарок на Новый год, опубликую там книжку бесплатно. Потом заколебают, будут мне ночью писать: где книга? Ты шайтан, где книга, я сказала? Срочно отдай книгу, тварюка. Конец будет, потом попробуй не дай. Это ж, как я когда-то сказал, выложу вторую ступень. После этого писали: и что это было? А ну-ка бегом выложил вторую. Ужас какой. Вот люди. Зоя, бывают же такие. Какое эзотерическое значение имеет затмение, коридор затмений? Ранее ответил. Подскажите, когда снятся умершие бабушки и дедушки, после чего часто болею, или ссора в семье происходит, или детки болеют? Это сон как предупреждение? Нет, это у вас настрой на то, чтобы видеть в этом предупреждение. Вообще, когда у вас частые ссоры или частые болезни, это говорит о том, что пространство, в котором вы проживаете, энергетически загрязнено. Для того, чтобы этого не было, обязательно очищайте пространство. Маруша Мурусик, спасибо вам за ваш нелегкий труд. Я ученица и член РТ. Расскажите про слог «ах» в кодах или что-то на него похожее. Что значит? Это слог «восторг», дает человеку радость. Нам, то бишь нам. Вот смотрите, нам это значит мне, вам это значит вам. Правильно? Смотрите, что между ними похоже? Вот нам это слог, привлекающий в жизнь. То есть я буду смотреть на мир и говорить нам. Таким образом буду из мира что-то привлекать. А второй слог — это слог «ах», это восхищение. То есть если меня восхищает, то это, смотрите, отличающийся «ах» слог от слога «ох». Ах, то, что восхищает, ох, то, что разочаровывает. Правильно? То есть если едет дорогая машина, я говорю: ах, какая машина. Ах, какая, я не знаю, там еще кто-то. Или что-то. Собачка. Или ох, какая бабушка. Или ох, какая там. Понимаете? То есть если ох, то это не нам. А если ах, то нам. Именно поэтому один из таких слогов есть, допустим, в мантрах, часто встречающийся. Это слог нам ах. Нам, то бишь нам, восторг. Таким образом, нам ах — это я получаю восторг. От чего? Пусть жизнь создает для меня восторг. Почему? Чтобы хоть на чуть-чуть стать более везучим. Чтобы хоть на чуть-чуть стать более восторженным. Завтра, кстати, будет сангая, которое я проведу. Это сангая номер 62, да, Жень? Это сангая номер 65. И вот оно будет посвящено как раз накоплению и увеличению радости. И один из ключевых моментов будет практики работы со слогом «ах». Вот так будем делать. Віта Маряш. Що можна робити, щоб відновити нюх і смак після ковіду? Дякую. Нужно купить эмбриоспрей, он продается в моей компании в Украине. И брать им и брызгать себе в левое и в правое ухо 2 раза в день. И точно так же в левую и в правую ноздрю. 4 дня и нюх и вкус восстановятся. Татьяна Щеглова. Здравствуйте. Если человек осознал, что на протяжении жизни зло... что он чудовище. Зачем вы так? Если человек осознал, что он чудовище, творил на протяжении жизни зло, был эгоистом и ощущает огромное чувство вины перед близкими, особенно перед собственным ребенком, кто же ему это? Вы разрушили человека. Это ж как ему теперь жить? Это как Рубик. Убрали середину, и все вокруг этого рассыпется. Скажите, пожалуйста, есть ли шанс у такого человека выровнять судьбу, очистить карму ребенку или свою, искупить вину, получить право на новую счастливую жизнь, встать на путь духовного роста? Заранее огромное спасибо вам за ответ. Да,
осознание и неповторение ошибок и есть новый виток и новая жизнь для этого человека. Не нужно считать, что там карма, ребенок и так далее, все будет нормально. Поэтому можно ли как-то ускорить этот процесс? Вот такой вопрос. Можно ускорить. Каким образом? Быть примером. Быть примером благочестия, быть примером проявленной доброты, быть примером восторженного счастья, быть примером радости, быть примером для того ребенка или для тех детей, которые живут, чтобы они брали пример. Ведь человек, он хороший или плохой не из-за того, что он хорошо или плохо с кем-то разговаривает. Я часто вижу хороших политиков, которые привели страну к тому, чтобы $2,5 в день тратили люди на еду, знаете, которые умирают от голода, скорее всего, и не имеют возможности купить себе одежду. И они очень хорошо выступают, они хорошие люди, они добрые люди и так далее. Но почему же они такие хорошие? Но дело в том, что есть еще один пункт, который делает человека хорошим. Этот пункт, на который очень часто люди не обращают внимания. Это поступки человека. Не то, что он изменился, отлично. Нужно теперь изменить поступки. Если поступки будут хорошими, значит человек изменился. Я знаю миллионы людей, которые каются там, мы грешные, прости Господи, приходят домой и говорят: ты падла, чтоб ты сдохла, я тебя ненавижу, и там, чтоб ты подавился вообще, я тебя всю жизнь растила, теперь ты не должен или должен, я тут за вас молюсь целый день, а вы вот такие сволочи и так далее. Я это вижу. Они каются и после этого поступками создают, наоборот, еще худшие условия для близких. Не нужно раскаиваться, не нужно говорить, не нужно убеждать, делайте поступки. Поступки есть то, что делает человека без слов, хорошим или плохим. А вот говорить: ой, я такой хороший, я такой добрый, я такой, потом детей обижать дома, бить их там, жену деспотировать, там с утра до ночи нервничать, орать вот так вот в лицо и плеваться на кого-то, издеваться, писать письма плохие, жаловаться, критиковать, выпускать пар свой постоянно где-то среди людей. Эти поступки, конечно же, недостойны. Мне нравятся очень верующие люди. Очень часто даже, смотрите, верующие люди, допустим, какой-нибудь религии, там у них сказано о том, что верующий человек — это человек, который должен быть примером. Верующий человек — это тот, который не будет критиковать, не будет обижать и не будет ненавидеть. Даже на боль любую будет реагировать с позиции адвайты. То есть если ударили в одну, подставь другую. И так далее, знаете. То есть кем был Иисус Христос, допустим? Иисус Христос был проявлением абсолютной доброты и добродетели к людям, абсолютного самопожертвования. О каком самопожертвовании могут говорить руководители религиозных христианских течений, которые, выступая, говорят о ненависти, о том, что необходимо необходимо ругают людей, о том, что нетерпимость проявляют свою. Ну, что это такое? Такая религия должна сделать человеком образцом. Есть ли такие люди? Конечно, они есть, несомненно. Есть образцы религиозных воздвижников христианства. Есть обычные семьи, которые, допустим, прожили. Вот в Канаде есть семьи русских людей, которые во времена большевиков, когда большевики и меньшевики начали преследовать религию, они в эти времена эмигрировали в Канаду. И там в Канаде живут, они до сих пор исповедуют свою религию, они примеры благочестия, верности, следуют своей религии. Вот пусть такая религия будет, она вот в таком виде прекрасная, она в таком виде идеальная и прекрасная.
Там видно радость, видно уважение, видно любовь, видно желание человека для многих что-либо создавать. Это прекрасно. Я видел таких людей в Египте, это люди, которые исповедуют ислам, и которые в Турции видел таких людей, которые исповедуют ислам, и которые просто показатели благочестия. То есть они накормят людей, они помогают людям, они содержат там детские дома, они помогают там покупать препараты в больнице, они помогают и дают даже больше, если у кого-то там в семье или у кого-то там плохо, это директора или владельцы заводов. Хорошие люди. Но есть и всякое бывает. А что? Елена, что в нас принимает решение, мозг или сознание? Или они разделимы? Сознание и мозг между собой связаны, но они могут быть отдельными друг от друга, и мозг, и сознание. Кто принимает решение? Очень часто чувства влияют, и гормоны влияют на принятие решения. Так вот, правильное решение — это когда нет чувств и когда нет гормонов. Поэтому после постели, любит он меня или нет, не можете не отвечать. Или после того, когда он говорит: я тебя обожаю, займи мне денег, я могу вам гарантировать, что вы займете. Если мужчина переспал с женщиной, после этого гладил ее целую ночь, а утром сказал: ты моя любовь, и после этого она говорит: ой, у меня есть небольшие сбережения, $7000, он ей говорит: ой, ты такая хорошая, слушай, у меня тут такая идея есть, займи мне быстренько на 1 месяц $3000. И вот она ему занимает деньги, а он через месяц ей не отдает. И с ней не встречается. Она говорит: ну, Коля, аж когда ж ты мне отдашь? Пусть меня все Коля извинят. Или там: Костя, когда ж ты мне отдашь деньги? А он не берет трубку. Это печально, конечно, выглядит все. Но кто ее обманул? Ведь она знала, что у Кости этого нет денег. Ее обманула морковка и его теплые слова. Они растопили сердце. И вот чувства возникшие, нужно там, кто нас воспитал так? Книжки, знаете. Книжки нас так воспитали, и это неплохо, пусть так будет. Который говорит: главное прислушиваться к своему сердцу. Сердце больше всех обманывает. Уже знаете, как МММ обманула всех, причем там нужно было слушать свое сердце. Нужно прислушаться к интуиции, к своему сердцу. Нет, надо прислушаться к здравому рассудку и к маме. Почему? С мамой не спали. Маме никто хорошие слова не говорил. Поэтому если мама рядом находится с вами, то ей надо сказать: Костя хочет деньги занять. Мама, можно? Она скажет: что с ума сошла, что ли? И скажет: Костя, больше к нам не приходи. Ты смотри, какой конь. Еще не успел предложение сделать, уже деньги выкачивает. Альфансяка. Ну ладно, продолжим. Наверное, вы слышали о таком феномене, как состояние Зои. Да. В 1956 году в Самаре, тогда Куйбышеве, мама рассказывала, что мой дед служил тогда в конной милиции и стоял в оцепенении дома, где стояла Зоя, не допуская туда людей. Что это было? Правда это или искусственная фальсификация? Это искусственная фальсификация. Как могла девушка танцевать с Николаем Чудотворцем, окаменеть? Вся система верований и уверований очень часто связана с колоссальными элементами фальсификации. Таким образом, власть имущие, даже религиозная власть имущие, стараются таким образом удержать в своем внимании большую паству для того, чтобы в дальнейшем на этом зарабатывать. Сори, что я это говорю. Конечно же, сразу же кто-то скажет: ну они же не могут без денег жить. Ну да, они не могут без денег жить, но они же могут не так сильно кутить и быть более скромными. Согласитесь, можно быть более скромными. Ведь в стране, где бабушки получают где бабушки тратят $2,5 в день на еду, строить такие возваяния стоимостью в миллионы долларов, мне кажется, это очень неэтично и не экологично по отношению к людям. Может, я что-то неправильно понимаю? Но все-таки по поводу Зои, которая окаменела, не могу сказать. Ничего понятия не имею, не знаю. Окаменел, возможно.
Но я думаю, что в случае, если человек окаменел, то это потеря жизни, и это не идет от добра. Бог создает людей для того, чтобы они прожили, и пожили радостно до старости, вкушая плоды созданной Его для них жизни в красоте и радости. А в случае, если человек жил, был здоров, радостен и после этого окаменел, то, наверное, все-таки это не очень конструктивные силы сделали. Забрать жизнь. Обычно говорят, что забирают жизнь, прекращая жизнь человека. Это нехорошо. Аня Тутус. Тутус? Да вы что? Тутус асинкуте в переводе с латыни это вечная жизнь. Тутус асинкуте. Анна Тутус, Анна вечная. Ух ты ж, хорошая заявка. Очень рада вам и вашей школе. Подскажите, уже почти 3 года меня преследуют цифры 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Вы все перечислили. 7-7, 8-8, 9-9, 0-0, 0-1-0-1, 5-5, 8-8, 9-9. Вы забыли. 44, 44, 77, 77, 73, 23, 23, 77, 32, 23, 55, 56 и так далее. Что это такое? Это, скорее всего, предсказания вашей жизни. Как их можно воспринимать? Обучаю, хотите, вас научу. В случае, если у вас идет 1-1 везде или идут на часах 23-90, там 93, то и там в плюсе это все единица, допустим 10 получилось, и это в плюсе все единица, то это говорит о том, что есть внимание обратить на свое здоровье. Если двойка, что-то добавится. Если тройка, решится какой-то вопрос в бизнесе. Если четверка, какие-то решения будут в семье хорошие. Если пятерка, то это говорит о том, что добавятся деньги. Если шестерка, какой-нибудь может появиться скандальчик, на который нужно обратить внимание. Семерка, необходимо эгоизм свой немножечко принять, потому что и не хвастаться, иначе на вас обращают внимание. Восьмерка говорит о том, что прибавится, видимо, у вас кто-то в семье, позвонит, кто-то письма получите. Девятка, столкнетесь с деспотом. Десятка, это единица. Девятка, это еще и может быть отдых, то есть вам нужно расслабиться, лечь, принять ванну и не уставать со всеми. Уважаемая Наваджа Дуйко, нужно начитывать защитную мантру? Нет, не нужно. Татьяна Петкова, подскажите, прививки от COVID-19, прививки нужно делать или это просто прививки и еще что-то другое? Я бы не рекомендовал делать прививки от COVID-19, но кто такой я? Я вас прошу. Делайте, конечно. Если вы хотите, вы что, меня сталкиваете лбом с целой системой? То есть, если я сейчас, делайте обязательно. Вы что? Обязательно прямо идите сейчас делайте. Вы что, еще не делали? Все должны сделать прививки с завтрашнего дня, идите все делайте. Я причем вообще к прививкам. Есть целые системы. Это, допустим, там государственная система решила заработать деньги. После этого она же не раздала эти прививки, а хочет их продать. И после этого они выделили из бюджета и должны в бюджет положить. И тут находится Дуйко, который начинает трубить каждый день. Не делайте, не делайте, не делайте. Он блогер. Его слушают тысячи людей. Эти люди не сделают. А государство недополучит финансы. Тогда я перешел границы или перешел дорогу. Кому? А вы меня компрометируете. Разве можно так поступать с человеком, который хорошо относится к людям? Ай-яй-яй. Я приобрела семинар «Быстрое замужество», когда мне сказали, что я могу помочь своей младшей дочери найти единственное. Теперь у меня вопрос, я могу его пройти для нее? Да. Я замужем давно, было 37 лет вместе, или она сама должна пройти? Она может пройти тоже, можете ей дать, пусть проходит. Елена Пиццатси. Я пока не разбираюсь во всем, но стараюсь все делать правильно в вашей школе. Но пока. Не могу купить что-то в этом, виновата сама. А вопрос у меня такой. Мне сейчас делают химиотерапию. У меня в крови я не смогу выздороветь. Если вы можете ответить, хорошо. Если нет, ничего. Я хочу, чтобы вы знали, очень помогли. Вы выздоровеете. Выздоровеете. Можете не сомневаться. Вы не умираете.
Что делать, чтобы ребенок ел и пил, что нужно и полезно для них? Расскажите, пожалуйста, может практика, не хочется ребенка заставить. Огромное спасибо. Возьмите обыкновенный гранат, высыпьте из него семечки и засушите кожуру. Сделайте из нее порошок, заваривайте как чай, 1 чайную ложку на стакан воды горячей. Добавляйте мед, поите ребенка. После этого он съест у вас все, что у вас есть в холодильнике. Потому что вот такие не грейпфрутовые, а гранатовые корки, они очень эффективно влияют на увеличение огня пищеварительного тракта. И ребенок захочет и поправляться, и есть, и там такой голод аж будет. Жанна Рогатовская. Когда я смотрю фильмы или вижу какие-то ситуации, где люди плачут отчасти или наоборот, а наоборот, скорее всего, смеются. Я начинаю сопереживать тоже. Слезы выступают. Плохо ли это? Нет, это у всех людей так. Если да, как это сдерживать в себе эти эмоции? Зачем? Фильмы и созданы для того, чтобы ревели. Женщинам плакать нужно, и мужчинам, в общем-то, тоже. Почему? Это не напрасно. Почему? Дети много плачут. Почему? Потому что они очищают карму своего рода. Взрослые могут плакать. Почему? Они могут очищать карму рода. Если вам горько по поводу того, что ваш сын пьет или принимает наркотики, сядьте и выплачьте его. Сложите ручки так и думайте о нем. И вот плохо, и у него не получается, и наркотики принимает, и плачьте. Если вы выплачете, то бросит. Это одна из систем, она так работает. Здравствуйте, что дает эзотерическое умение говорить наоборот? Что дает это талант? Ничего, не дает ничего. Елена Лесна, на праздник хочется выпить шампанского, также для удачи на будущий год. Хочется сделать какие-нибудь практики, можно ли совместить или лучше не надо? Как это не надо? Надо. Конечно, надо обязательно напиться. Дети мои, омахумхахры. Давайте я сейчас для вас тут мантру прочитаю. Ом Агом Бантаре Гуру Падмасит Тихом. И подарить всем по $100. И сказать, плюсую к $100, много денег, много имущества и так далее. Таким образом, сделайте вот такой обряд. Ну а как же без хорошего настроения? Зачем нужен алкоголь? Алкоголь полезен для хорошего настроения в первый день. Но минус есть какой? Второй день. На второй день настроение не очень. Елена Лисна. На праздник хочется выпить шампанского. Правильно делаете. Раз оно создано, то можно его пить. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, если ребенку 10... Здесь, знаете, такой тоже вопрос немножко с выворотом. Возможно, вы сейчас задаете этот вопрос, а дома муж вас закодировал, и вы 10 лет не пьете. Но слушайте Дуйко. А теперь мужу скажете, мне, между прочим, Дуйко сказал, что можно выпить шампанского. И у вас начинается, а потом не может закончиться. Так вот, можно выпить тем, у кого продолжение отсутствует. И нельзя пить тем, у кого продолжения нет. У кого продолжение, вернее, не заканчивается. То сейчас начнется. А мне Дуйко сказал. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Па-пара-па-па-па-ра-ра-ра-ра. Мария Баша, скажите, пожалуйста, если ребенку 10 лет, у него аллергия на курицу и куриные яйца, можем помочь эзотерически? Можно. Есть такой код у меня. Этот код вы можете найти, называется коды лечения всех заболеваний. Также этот код есть вместе с визуализацией в семинаре, который называется «Ментальные методы целительства». Там и коды, и еще и как представлять. И это эзотерические методы лечения человека там, от 100 или 200 заболеваний. Андрей Андреевич, имея симметрию носа, можно убрать эзотерические? Нет. А вот пластические, да. Это на сегодняшний день очень несложная операция. Обычно стоит она где-то $2000. Если это операция, которую вы собираетесь проводить где-то за границей, то есть даже некоторые страны, где оплачивается страховкой. Если хотите сделать дешево, приезжайте в Украину, я дам вам врача, он вам за 2000 сделает нос ровным. Мария Митина. У моей тетки нос тоже асимметричен всю жизнь, до зрелых нет, от мужиков отбоя не было. Не комплексуйте, скажите себе, что ваш носик это ваша изюминка. У всех остальных носы одинаковые, скучные, у вас особенный, прекрасный. Бывает. Знаете, это иногда невозможно убрать, потому что для человека
это может быть единственной преградой, чтобы он почувствовал себя счастливым. А если забрать у человека возможность преграды, он перестает бороться. И в случае, если убрать то, за что он борется, то тогда жизнь неинтересная становится. Вот смотрите, как у людей это выглядит. Я очень хочу дом. Почему же у меня дома нет? Потому что если тебе дом дать, ты перестанешь работать. Ты перестанешь много читать, ты перестанешь шевелиться. А жизнь это движение. Почему мужа нет? Потому что если дать тебе мужа, то ты перестанешь работать. Ты перестанешь чего-то добиваться. Ты станешь круглой большой тетей тюленем. И будешь дома лежать. Пилить этого мужа. А сейчас ты хорошая женщина, страдаешь только по поводу мужа. А так будешь страдать по поводу вообще всего. Нету у нас, есть, задолбал, не работает, чавкает, носки бросает, дети не умываются, в школу ходят плохо. А так мужа нет, нет проблем. Каждый день счастья, все. Каждый день счастья, есть к чему стремиться. Что у меня мужа нет, зато ты хорошая, много работаешь, к чему-то стремишься, ура. Дай тебе мужа, станешь большой, страшной. А так ты прекрасная, красивая женщина, всегда с хорошим настроением. А так муж появился, везде носки бросает, везде там вредничает. Тебя бесит, вас бесит каждый день. После этого муж появился, а у вас постоянно такое лицо будет. Да задолбал, ты сколько можно. Не, ну вы же о нем мечтали. Вот такие где-то здесь и собака зарылась, как сказал Петр Иванович Гоголь. Итак, Женя Анисимова. Сейчас начнут люди писать, какой Петр Иванович Гоголь? Дуйко, ты что, с ума сошел? Петр Иванович Суженко был. Как будто у Дуйка тоже нету образования. Он у нас вообще необразованный. В школе не учился, Достоевского не пел, Шуберта не читал. Из классиков знает только хэви-метал, металлику. Итак, Женя Анисимова. Дочь учится в 9 классе, хочет после его окончания поступать в строительный техникум на архитектора в другой город. Очень переживаю, правильное ли это решение, она маленькая. Неправильное решение. Пускай она доучивается 10 классов или 11, сколько там сейчас. Неправильно, не отпускайте ее. Мой вам совет, пусть она меня ненавидит. А вот если потом в институт, то это заметно лучше. Гузель Нигматуллина. Скажите, о выздоровлении человека от онкологического заболевания эзотерически что-то играет первую роль? На что нужно акцентировать свое внимание в первую очередь? Ученица второй обновленной ступени. На желание выздороветь. Это на первое место необходимо ставить. Второе. Необходимо перестать произносить некоторые слова. Это слово «я». Я умная, знаю, я могу и так далее. Третье. Лечиться современной терапии или получать современную терапию. Это шанс, что человек может спастись. Не принимая современную терапию, шансы исчезают. Ни одного выздоровевшего нет, который бы использовал исключительно эзотерические методы и смог бы вылечиться. Почему? Эзотерика работает медленно, а болезнь развивается быстро. Поэтому болезнь это огонь, она быстро развивается. И человек может за несколько месяцев уже умереть. Поэтому если вы хотите выздороветь, то без стратегии современных видов лечения вылечиться невозможно. Проходите облучение, химиотерапию, проходите гормональную терапию. Одним словом, пусть врач назначает. Можно ли внутренне как-то что-то изменить? Никак. Не обижайтесь, потому что очень часто это запутанные узлы. Вот человек говорит, у человека может быть запутанный узел. Он меня любит или не любит? Узел. Человек говорит, так мне идти или не идти? Узел. Так почему у меня получается или не получится? Узел. Эти узлы, они энергетически сплетаются в один. В этом месте как бы паттерн появляется, что в свою очередь в дальнейшем приводит к появлению узла вот такого в теле, который является онкологической опухолью. Я ваша ученица, подскажите, у сына нефролитаз и диффузные изменения поджелудочной железы, признаки дегенеративно-дистрофических процессов, ШОП, в виде нарушения. Так у нас по эзотерике же. Валентина Бондаренко, задавайте свои вопросы во вторник, и я обязательно вам отвечу. Не получится устроиться на работу, читаю мантры, собеседования прохожу, обещают перезвонить, но никто не перезванивает, сама звоню, обещаю только, и на этом результата нет никакого. Наталья Ростова, попытайтесь найти другую работу. Потому что человек говорит, вот у меня была женщина, она говорит, я хочу работать руководителем компании, у меня 10 лет
10 лет стажа руководителя. Я подписывала договоры, работала с банками и так далее. Я хочу 6-7 тысяч долларов. Вот 2 года проходит, ну что, ты устроилась на работу? Нет, меня не берут, в чем дело, что мне делать? Надо спилить мушку. Надо поставить свой потолок ниже. Вот смотрите, я не могу устроиться на такую работу, потолок ниже. Я не могу устроиться ниже потолок. Я могу устроиться вот на такую. Я знаю очень много людей, у которых есть высшее образование, и 10 лет руководителям, которые работают сейчас и смотрят за детьми, за престарелыми людьми, и возят на такси людей и так далее. Почему? Такая жизнь. Такая жизнь. Можно ли это как-то поменять? Можно поменять, но не отказывайтесь от простой работы, тогда найдете хорошую. Возможно, та работа, которую вы хотите, она требует сейчас других подходов или специалиста, или такие специалисты в большом количестве уже имеются. Поэтому вам либо обучиться дополнительной какой-нибудь специальности, возможно, нужно, либо посмотреть, где бы вы были еще полезными. Лилия Ярулина. Подскажите, как эзотерически помочь моей бабушке, которой 100 лет? У нее сильно упал гемоглобин 53, сейчас сильная одышка и температура. Вся семья болеет простудой. Сегодня приготовила для бабушки яблоко с иголками для понятия гемоглобина, включая шумотвирус. Из препаратов ТФ выписала гемонем. Заказ не пришел. Как можно еще помочь бабушке? Препарат медицинский называется Тотем. 1 ампула 1 раз в день. Также пусть бабушка трет очень часто, вот так по кругу, руки стоя вертикально, вот как я показываю, по стене, вот так ладошками. Это стимулирует одновременно вот эти вот места и вот это место. Если одновременно вот так эти места стимулировать, особенно если кровь отходит, а не приходит, то есть не по столу, а по стене, то это очень хорошо работает для поднятия гемоглобина и стимуляции гомеостаза в ходе формирования гомеопоэза клетки крови, гомеопоэза. Ольга Королева. Прошу вашего совета. Сын с инвалидностью лежачий, 8 лет. Какой талисман можно приобрести в помощь ему? Михаил не может понять, как управлять своим телом. Да, видно по нему. С уважением, ваша ученица Ольга. Ему необходим талисман номер 7. Вот его необходимо одеть. Метасоник. Есть такое выражение: в сторону женщине сзади пионерка, то есть фигура красивая, на лицо пенсионерка. Как помочь себе выглядеть соответственно с фигурой? Крема, маски использую, хочется выглядеть безупречно, но возраст берет свое. Долгое время использую мантру в полнолуние Чандраяна Мах. Спасибо вам большое, низкий поклон вам за то, что вы для нас делаете. Как бы человек не убегал от возраста, избавиться от него невозможно. Что может разгладить человеку лицо, и есть ли такие методы, которые могут разгладить? Есть такие методы. Первый метод. Необходимо обязательно набрать вес. Чем худее человек, тем взрослее его лицо. Второе. Необходимо стимулировать мышечные ткани. Для этого необходима зарядка. Дальше миомассажеры, то есть делать какие-то гимнастические упражнения, чтобы мышцы на щеках были у вас напряжены, или делать какие-то элементы напряжения. Дальше из продуктов питания как можно больше кислой и кисло-соленой пищи. Обязательно еду начинайте с кислого огурца, кислого помидора, кислой капусты, вот так. Обязательно много ешьте там моцареллы, творога, вот такой вот кислой пищи. Она очень улучшает человеку внешний вид. Есть каолиновые маски, они высветляют кожу и делают ее, подтягивая ее. Из народных таких рецептов очень помогает, говорят так, очень помогает корень белой акации. Если взять корень белой акации, высушить, выстругать из него древесину и измельчить ее, и пить из нее чая, делать примочки из этого чая на лицо, то вот такая древесина очень восстанавливает, омолаживает кожу и омолаживает, убирая у человека годы, которые внешне очень сказываются на лице. Также еще один нюанс. Лицо человека, который становится старше, очень похоже на лицо плачущего человека. Почему? Так Бог пошутил.
он делает человека старым и ставит отпечаток горестных событий его прожитой жизни. Ну и, конечно же, одна из идей таких, она заключается вот в чем. Если человек не горюет, не вспоминает прошлого, а каждый день старается как можно больше хохотать и радоваться, то у него может появиться совершенно другое лицо. Доказательства — это не мои слова, это слова, которые в свою очередь когда-то говорил Девраха Баба. А это человек, который прожил 250 лет. Узнайте о нем в интернете. Это не обман. Расскажите, камень опал. Можно носить опал? Можно носить опал. Опал увеличивает энергию, насколько я помню, Сатурна и Луны. И если одевать на себя опал зеленого цвета, то у человека привлекает в жизнь и материальное благополучие, и семью. А если черного, то отталкивает тех, кто хочет семью разрушить. Поэтому и черный, и зеленый опал очень хорошо носить. Опал — элемент, делающий человека не ветреным, а сосредоточенным. Очень подходит молодым женщинам. Я сейчас, пожалуйста, сейчас беременна, попала в тяжелую ситуацию. Очень вас прошу, скажите, пожалуйста, с малышом во мне все в порядке? У меня родится здоровый малыш. С вами, Мила Панферова, все хорошо. Малыш родится здоровым. Махните на него рукой, не бросит ваш этот бородатый хмырь. Муж, то бишь, будет он с вами жить, все в порядке. Он вас просто это беспокоит. Не обращайте внимания. Скажите для себя, для меня ребенок мой самое важное. Не верьте никому. Сейчас все начнут говорить, чем тебе этот ребенок. Не соглашайтесь. Пусть живет этот ребенок. Он будет очень хорошим человеком. Вы им будете всю жизнь восхищаться. Здравствуйте, учитель. Прохожу вторую обновленную ступень. Очень интересно, будет ли у вас семинар «Символ плюс коды». Так и есть же вроде. У нас же есть такой семинар. Энджи Паланчик. Спасибо большое за семинар «Христианская магия». Смотрела, и слезы шли сами собой. Потом спокойствие и чувство сердечного спокойствия. Спасибо. Вебинар очень интересный и познавательный. Спасибо за подарки, коды. Обнимаю, обожаю всю семью. Спасибо, очень приятно. Закончила все 6 обновленных ступеней, пишет Алена Салай. Каждый день выполняю все практики ступеней. Ого! Сказать, что жизнь, восприятие всего окружающего изменилась, это ничего не сказать. Спасибо вам огромное за знания. У меня вопрос. Когда вы планируете проводить 7-ю ступень, и когда начнется отбор учеников и собеседование для участия в 7-й ступени? Спасибо за ваши знания, энергию и здоровье всем в вашей семье. На следующий год, в первой половине года, я проведу 7-ю ступень. А на 8-ю ступень, потому что у нас будет еще и 8-я ступень, я буду проводить отбор. Наталья Лаврентьева. Я получаю удовольствие от своей работы, от своего хобби, от школы. Единственное, что меня омрачает, отношения родителей. Хоть по крови родные, всю жизнь для них как пачерица. Я устала от игры в одни ворота. Бесполезно стучаться в закрытые двери. Просто сделала вывод. И буду жить для себя и ради одной. Ну вот, живите. А угождать в ответ, получать оплеухи, это на мазохизм похоже. Поправьте меня, если я не права. С вами ученица 1-й ступени. Ваша проблема в том, что вы обижаетесь. Когда вы перестанете обижаться, они перестанут над вами издеваться. Вам нужно убрать только эту черту. Они лишь отражение вашего внутреннего духовного мира. А как перестать обижаться? 4-я, 5-я, 6-я ступень. После 6-й человек не умеет обижаться, если все делает, как я рассказываю. У дочери 15 лет, со вчерашнего дня температура. Периодически падает температура, кашель, нос давно. Нужно ей давать антибиотик. Какой лучше? Лучше аугментин. 1 таблетка, полтаблетки 2 раза в день. Аугментин 1000. Андрей Андреевич, я боюсь крыс до ужаса, помогите, они мне везде кажутся. Если завтра придете на Сангая, то я проведу обряд, который уберет у вас панические атаки и страхи, социофобии и каких-нибудь там крыс, мышей, муравьев и так далее. Будете целоваться с ними, и вам будет все равно. Все, на этом будем заканчивать. Так много вопросов получилось.
Последний вопрос. Екатерина Ефремова. Месяц я жила как на пороховой бочке и не могла решить проблему. Обращалась к вам за помощью мысленно и получала ответ, что нужно работать над собой и делать практики. Но из-за высокой нагрузки на работе и нервного перенапряжения мало времени уделяла. Уже сил совсем было мало. В последний момент собралась, сделала практику на свече сжигания проблемы 40 минут. И уже через один день все начало работать в мою пользу. Проблема разрешилась самым наилучшим образом. Сил нет, но я счастлива. Это благодаря вам. Так и есть. Эзотерика решает проблемы, если использовать системы, которые я даю в своих ступенях своей школы. Также вам в помощь мои семинары и мои вебинары, которые я публикую постоянно. Последний, наверное, вопрос. Андрей Андреевич, почему ваш канал в YouTube монетизируется и можно ли монетизацию убрать? Ответ есть такой. Смотрите, в случае, если я буду давать эзотерические практики просто так, то платой за них может быть что-то, чего я пожелаю у вас отнять. Правильно. То есть обычно, если я даю что-то просто так, то взамен я забираю то, что захочу, если человек это принимает. Именно поэтому я и монетизирую канал. Для чего? Вы смотрите рекламу, моими должниками не являетесь. Конец. Это по-честному, по-честному. И я об этом говорю все время. Не нужно делать из меня монстра. Это неудобство, это для вашей же нужды, потому что если это монетизируется, то вы за это платите. А если я даю это бесплатно, то я имею право забрать то, что мне понравится, а это уже нечестно. Вот так. Не напрасно существует хорошая пословица, которая звучит как бесплатный сыр, только в Верховной Раде Украины, товарищи. Ну что, с вами был Андрей Дуйко. Я очень рад за ваше присутствие. Ага, здесь у нас есть еще вебинарная комната. Светлана, являюсь вашей ученицей. Смогу я купить себе жилье в Испании? Нет. Очень интересный вебинар, спасибо. Галина Юркова. 4 раза задавала вопрос, оплатила, ответ не получила. Получу я деньги, принадлежащие мне? Получите не всю сумму. Прошла 6 обновленной ступени, на днях на руках умер кот. Теперь я год в отдыхе от практик. Метасоник носить? Нет. Почему год? Можно, если бы близкий умер, тогда месяц хотя бы не делайте практику. А умер кот, это не страшно. Посвятите это чему-нибудь. Смогу я вернуться с Украины в Крым? Сможете. А кто вам мешает? Едьте и живите. Удивительно, как вы точно определяете именно ту проблему, которая беспокоит настоящий волшебник. Можно ли этот ритуал для защиты от чужой магии использовать для снятия чар с магазина? Можно. С вами был Дуйко. Не забудьте после окончания данного вебинара оставить свои комментарии. YouTube на сегодняшний день индексирует видео только по комментариям. Никаких лайков, никаких подписок, этого ничего уже не нужно. Оставляйте комментарии, значит, это видео будет нужно большому количеству людей. Считайте это для себя расчетом за те знания, которые я даю. Обязательно ставьте свои комментарии под данным видео. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть всегда в центре всех вебинаров моей школы. Также обязательно распространяйте данное видео. Возможно, те ответы, которые я даю на эти вопросы, будут полезны еще кому-то. Это кому-либо понадобится вообще в жизни. Надеюсь, вам было интересно. Еще раз, пусть у всех будет счастье. И до завтрашнего семинара СНГ. До свидания. Здравствуйте, уважаемые господа. Начинаем вебинар, который я провожу, как правило, по пятницам. Это бесплатный вебинар по эзотерике. И в этом вебинаре я постараюсь ответить на те вопросы, которые вы мне задаете. Сегодня я опубликовал вопрос такой в своей группе Дуйко, Кайлас и РТЕ. Также я постараюсь отвечать сегодня на вопросы, которые вы задаете мне на моем сайте duiko.guru. И начнем. Дуйко, Кайлас и РТЕ. Задайте под данным постом свои вопросы, я отвечу на него в сегодняшнем вебинаре по эзотерике. Итак. Инга Вриор Принцесс. Андрей Андреевич, здравствуйте. Много зла в людях появляется, когда в них попадают плохие субстанции, которые раньше были душами, которые не смогли долго переродиться, и они пристают к человеку. Чтобы чувствовать жизнь, даже если она негативная, ведь хоть какая-то.
Почему нельзя было придумать какой-то процесс очищения для душ плохих людей, например, стирать накопленный опыт предыдущей жизни и давать шанс как молодой душе? Для чего нужен такой жестокий процесс? Я извиняюсь, если вопрос не для открытого вебинара. Я знаю, о чем вы говорите, я могу ответить на этот вопрос, это несложно. Каждый человек рождается, и у каждого человека есть добровольный выбор. Этот добровольный выбор связан с тем, как он будет относиться к окружающему миру. То есть он будет страдать, находить возможности видеть что-то пыльное в комнате, инкрустированной драгоценными камнями, или будет видеть все-таки драгоценности, которые лежат на полке. По поводу того, что к человеку что-то там пристает и так далее, хочу вам сказать. Человек рожден для того, чтобы жить. А когда человек свою жизнь променивает на то, чтобы не жить, то в этот момент такие души могут попадать в человека. Что я имею в виду? Иногда так получается, что человек не живет, а либо мечтает, либо вспоминает. Но жизнь для человека это же как бы элемент осознанности. Иногда я встречаю таких людей, их очень много. Это люди, которые нацелены на то, чтобы не жить. Они живут тем, что они могут оскорблять, искать подвох, кого-то критиковать, вспоминать, мечтать, но точно не живут. А ведь жизнь, она единомоментна. То есть очень важно для человека единомоментное ощущение. То есть они ощущают пищу, ее не чувствуют, там близкие с ними живут, они не ощущают этих близких. А вот когда появляется воспоминание того, что было, к ним как бы доходит, как заторможенная реакция. Таким образом, чувства человека, сознание и душа, они не проживают той жизнью, которая дана человеку Богом. И в этот момент появляется пустота. Эту пустоту и занимают вот такие существа. Именно поэтому мой совет такой. Человеку необходимо жить настоящим моментом. Как это происходит? Когда человек говорит, допустим, если мы читаем Успенского или Гурджиева, там это уже сказано все в «Четвертом пути» Успенского, ну и в общем-то во многих публикациях Гурджиева, там было сказано о том, что для человека очень важно находиться в настоящем моменте этого времени, очень важно не предаваться воспоминаниям, очень важно не залетать в прошлое или не мечтать о будущем, даже не переживать о нем. И там говорится о том, что это очень важно научиться ценить свою жизнь и жить в ней. И обычно, когда мы только начинаем этот путь, мы думаем, что мы должны ощущать как-то особенно эту жизнь. И я сразу же вам хочу сказать, что нет. Мы не можем ее никак ощущать, потому что она у нас есть. Доказательство. У меня есть рука, ее не ощущаю. Но стоит мне только удалить мою руку, я ее начинаю ощущать. Когда у нас появляется воспоминание, это не что иное, как наше сочувствие того, что мы в тот момент, когда это с нами было, не ощущали радости от этого. Именно поэтому не стоит пропускать, то есть стоит себя подготавливать и делать это плавно к тому, чтобы в тот момент, когда будет радостное событие, отсмаковать его по полной программе, ощутить его на полную катушку. По поводу осознанности я хочу вам сказать, что очень важно перед осознанностью или перед тем, как мы начнем осознанно что-то делать, научиться либо страдать, либо радоваться от этой осознанности. Потому что осознанность, которую мы пропускаем, как бы не ощущаем и не оцениваем, в дальнейшем становится для нас пустой. Знаете, иногда так бывает у людей, там, человека мотивирует его задачи. То есть человек говорит, вот у меня появится там 100 миллионов долларов, ну такое, наверное, никто не мечтает. Ну, наверное, у меня там появится своя собственная квартира, я буду очень счастливым человеком. И вот она появилась, и человек несчастлив. Почему? Потому что это воспринимается как должное, после этого он это отпускает и в этой квартире живет. И, в общем-то, стремление к этому было даже интереснее, вы знаете. Потому что любой путь все равно лучше, чем финишная черта. И наша жизнь, она связана, наверное, с тем, что мы вот бежим, как будто старт это наше рождение, и потом финишная черта. И обычно любой финиш нашей любой задачи, он нами воспринимается немножко как разочарование. Потому что мы всегда хотим немного большего, всегда хотим немного быть совершеннее, всегда хотим быть еще кем-то. И вот я бы в сегодняшнем разговоре хотел бы вас переориентировать. Я хочу вам сказать, плохо всегда быть не может. Это раз. Второе, как бы мы ни жили, нам все равно придется прожить. Это два. И третье,
Переориентируйтесь на то, что жизнь и есть радость. Вот то, где мы сейчас находимся, это и есть радость. Почему? Потому что хуже может быть, и лучше может быть, но это потом. И если мы не можем никак это изменить в том, что мы живем, то у нас есть две возможности. Первая возможность — это изменить свою жизнь в будущем так, чтобы получать от нее удовольствие, либо изменить свою жизнь так, чтобы получать от нее удовольствие. Или иначе она нас сломает, и мы в дальнейшем начнем все хуже и хуже себя чувствовать, все ниже и ниже падать и так далее. Ладно, чуть-чуть ушел я от вопроса, да. Алена Салай, много вопросов, а я что-то там начал философствовать. Алена Салай, здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич, я ученица 6 обновленных ступеней. Ого! Сегодня 11 декабря, 14:20. Я должна была вылетать в Доминикан. Ой, там тепло, с пересадками в Швейцарии и в Америке на 21 день. Но за несколько дней до вылета произошли разногласия с моим мужчиной. Он живет в другой стране и должен был лететь в тот же день, но другими рейсами. Скажите, пожалуйста, полет не состоялся по причине личных отношений или сработало ваше предупреждение, о котором вы говорили в прошлую пятницу, что не советуете учениками школы путешествовать, но вы упомянули только Египет. Фу, чуть ли не оговорился, плохое слово чуть не сказал. Меня уберегли от неприятностей в дороге или отводят от этого мужчины. Или как вариант, пустые разногласия. Каждый день делаю защиту и прошу прибежище у школы, заранее спасибо. Нет, уважаемая Алена Салай, это вас не касается. Это касается вашего мужчины. Дело в том, что он не хочет вас потерять, а денег на это путешествие у него нет. И это такая проблема, знаете, когда и хочется, и пообещал, а нету. И он вам, а вы при этом, как настоящая девочка, начинаете искать подвох. То есть это в чем, кто виноват, может быть, это там меня оберегают. Нет, денег нет. Просто у него нет денег. А сказать он вам не может, ведь он до этого совершенно другое говорил, что у нас много денег, мы как поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, пересядем в Швейцарии, будем там в казино играть, в Монако посетим, а в Америке поедем в Лос-Анджелес и так далее. А денег нет. Понимаете? Конечно же, это как раз, знаете, есть анекдот, который рассказал Шурик когда-то. Он когда-то сказал, у меня есть возможность, у меня есть желание купить автомобиль, но нет возможности. У меня есть возможность купить козла, но нет желания. Ну давайте теперь выпьем за то, чтобы наши возможности всегда совпадали с нашими и соответствовали нашим желаниям. Именно поэтому я хочу вам сказать, ну конечно, простите его, пообещал, не порассчитал собственные силы, тем более глядя на вас, вы шикарная, красивая, представляю, сколько вы умеете тратить. Ну и понимаю мужчину, знаете, как настоящий мужчина, который не хочет отдать все деньги. Я его очень хорошо понимаю. Если он европеец, то тогда ему, скорее всего, совсем сложно, потому что обычно европейские мужчины считают, несмотря на то, что они зарабатывают хорошо, они умеют считать, на всем экономят, и обычно, знаете, выглядит это как в свое время у меня. Я когда-то учился и познакомился с девушкой, которая была сестрой моего одногруппника, и он мне говорит, я говорю, такая красивая, она говорит, я к Роме приехала. Я говорю, ты мне так нравишься, такая красивая, я бы за тебя жизнь отдал. Она говорит, а я холостая, свободная, могу с тобой встретиться. Ну, назначил ей встречу, а это было советское время, у меня было только 30 рублей, на которые мне необходимо было дожить до конца месяца. И питание было за мой счет, и это были для меня просто последние деньги. Ну и я приехал к ней, стоял там возле метро какого-то, она стояла, ждала, и я как сейчас помню, такие кучерявые волосы, очень красивая девушка, хорошо оделась, мамино золото на ней было, она выглядела невероятно красиво, молодость, сочность, это какая-то, я не знаю, блеск этот, весна, знаете, это все вот таким было красивым, но я не подошел. Почему я не подошел? Потому что я начал думать о том, что если я отдам все деньги, то я буду до конца месяца голодным, потому что некому мне больше было помогать. И я решил все-таки не подходить, собрался и уехал домой.
Да, потом со временем мы встретились, и я ей признался, говорю, ты знаешь, я тогда приехал к тебе и видел тебя, ты была очень красивая, но не смог к тебе подойти, потому что у меня не было денег. И это ваша история, вы знаете. И он тоже смотрит на вас, видит, вы такая красивая, и так хотите, куда вы там собираетесь, так хотите посетить и Доминикану, и Швейцарию, и Америку, и хотите побольше быть с этим мужчиной и так далее. А денег нет, а ему хочется или экономит. Ну и в общем ничего страшного. Сергей Пустовой. Интересно знать, сколь магии в эзотерике, есть ли принципиальная разница в этих учениях. Насколько я знаю, эзотеризм переводится как наука о тайном. С моей позиции, или как бы моя идея, или моя задача, или мое пожелание, это объяснить человеку принципиально простые идеи философии, которые связаны с тем, что как бы на поверхности лежит, но мы это постоянно пропускаем. И вот такие идеи, они могут называться скрытыми идеями. Ну вот, допустим, я когда-то говорил, куда течет любовь, туда текут и деньги. Я говорил, что с нами происходят те события, которые обусловлены нашими чувствами. Плохие чувства возникают в нашей душе, в нашем сердце. Плохие события происходят. Хорошие чувства возникают, хорошие события. А какие чувства, значения не имеют. И это как бы тайные знания, которые человек волен применять или волен не применять. Ну и это является как бы таких вот концепций, их очень много. Я их называю некими эзотерическими законами или идеями тайными, потому что о них никто не говорит, они на плаву не плавают, как бы выводы сделать сам по себе человек не может. И собрав это или имея какие-то способности такие, может быть, необычные, я собрал между собой все эти идеи и попытался вначале отработать это, если так можно сказать, в своей жизни. И после того, когда мне это удалось, я решил, что имею право поделиться своими идеями с теми людьми, которые приходят в школу. Именно поэтому свою эзотерику я больше считаю, наверное, эзотерикой, чем магией. Ну и когда человек начинает использовать мои идеи, слышит их, и сталкивается с тем, что у него что-то происходит, то у него появляется такая идея назвать это магией. То есть он говорит, жили-жили, а здесь я начал зарабатывать. Как это произошло? Я говорю, это, наверное, магия. Ну и вот так соединилась магия и эзотерика. Есть ли принципиальная разница в этих учениях? Я думаю, что это одно и то же. Но дело в том, что эти слова сейчас, на сегодняшний день, они очень запятнаны. Ну, в целом, как в общем-то, все, к чему прикасается человек. То есть человек такое существо, что оно может запятнать любую, самую здравую, самую хорошую, самую красивую идею. То есть вы знаете, что если очень большое количество голодных людей стоит в очереди, и после этого на каждого человека есть обязательно какое-то количество пищи, и выделяют эту пищу для того, чтобы все люди поели, и каждый должен получить себе в тарелочку нужное количество пищи, и этих людей создать для них одинаковые условия получения пищи, и для тех людей, которые раздают одинаковые условия раздавания пищи, как бы автоматы это сделают, то все равно пищи многим не хватит. Почему? Это особенность. Все люди хорошие, но есть качества человеческие. Это врожденные качества, они неплохие. Они неплохие для человека, они помогают ему выживать, они помогают выживать его потомству. Но в этот конкретный день эти качества могут повлиять на то, что человеку он совершит проступок, создав элемент несправедливости. То есть его элемент, который он создал несправедливости, заставит кого-то проголодать. А для этого человека это будет справедливо, ведь он возьмет немножко больше для того, чтобы отдать детям, или отдать бабушке, или на завтра оставить и так далее. А кому-то не достанется. Именно поэтому нам свойственно быть людьми, которые во всем ищут подвох. Нам свойственно быть людьми, которые создают сами несправедливость. И это как бы критерии обычного эволюционного процесса. Нет ни зла, ни добра, ни плохих, ни хороших. Есть эволюционный процесс. В этой эволюции есть более низкая эволюция, где люди, сражаясь друг с другом, обманывают. Есть более высокая эволюция, где человек, восхищаясь и радуясь,
тоже может эволюционировать и достигать чего-то. А вот выбор человек делает для себя принципиально однозначный. То есть мы, как эволюционирующие эзотерики, выбираем для себя выбор или делаем для себя выбор больше эволюционирования такого высокодуховного. Люди же обычные, которые живут в этой жизни, выбирают для себя эволюционирование совершенно другое. То есть отобрать, там, проскритиковать, оскорбить, забрать. И это тоже имеет место быть. Все это на пути к выживанию. Поэтому каждый человек имеет право выживать, и, конечно же, каждый человек имеет право жить. И выбор мы можем сделать в сторону эзотерики, потому что так легче. Ирина Рожко. Здравствуйте. Когда на день рождения зажигают свечи и на торте загадывают желание, оно, получается, сгорает и не исполняется. Почему? Ведь в тот момент, когда собрались гости, в тот момент, когда у человека хорошее настроение, в тот момент, когда он радостен, когда квинтэссенция, кульминация, сублимированные чувства радости, множество подарков, любимые люди, которые ему желают что-то, и тут приносят торт и говорят: загадай желание, то в этот момент появляются вот эти чувства. Это невероятные чувства радости, благодарности, которые одновременно смешиваются, и эти чувства и позволяют человеку в дальнейшем исполнить его заветную мечту. А свечи — это уже фетиш, это не так имеет значение. Можно и не свечи сделать, можно там в торт лечь лицом, и тогда все равно желание исполнится, потому что все будут смеяться и так далее. Я всегда на протяжении своих ступеней говорю слова, что, друзья мои, следите за своей психической энергией, которая возникает, когда мы радуемся и когда мы испытываем состояние радости. И в тот момент, когда у меня появляются какие-то нереальные чувства радости, счастья, там, с детьми или еще с чем-то, я не упускаю возможность в этот момент загадать какое-нибудь желание, и оно очень быстро исполняется. Просто я стараюсь сделать так, чтобы не загадывать глобально и много. Желайте по чуть-чуть, не надо много и сразу. Это очень важно, кстати. Мамсимус. Здравствуй. Ох, фамилия у вас красивая. Это ж кто ж такие родители, что вас так назвали? Спасибо вам за все, что вы делаете за бесценную информацию. У меня родила 8-12 сестра, близнец, племянницу, поставили врачи порок сердца. Малышки. Как помочь племяннице, какие практики помогут восстановиться? Там есть такой семинар, называется «Ментальные методы исцеления». Приобретите этот семинар и выполняйте метод исцеления этого ребенка с помощью вот этих ментальных кодов, которые я там даю с визуальными образами. Не говорите ничего сестре, от себя просто вот так сделайте. И пусть сестра даже не знает. У вас есть желание, можете ему помочь. Елена Москалева. Здравствуйте, добрый вечер. Можно ли участвовать в обряде раскрещивания, если я ни при чем? То можно оставаться крещенным? Конечно, пожалуйста. Я вообще за то, чтобы люди не меняли то, что им наречено. То есть вот у вас есть крещение, вы христианин, обязательно верьте, обязательно этим пользуйтесь. Планируете провести этот обряд? Не планирую. Ваша ученица первой ступени. Наташа Деминская. Здравствуйте, дорогой. А как быть соседке? Ножницы напротив моего дома поставила, воткнула в дерево, что означает постоянные сплетни про меня. Разговаривает, завидует, вот даже фото сделала. Я хочу вам дать обряд. Возьмите обычную ленточку какую-нибудь, на ней напишите свою фамилию. И эту фамилию где-нибудь на этой ленточке, имя и фамилию, можете имя и фамилию родственников. И вот такую ленточку повяжите на дереве, которое будет видеть ваша соседка. Или где-нибудь привяжите, чтобы эта ленточка виделась. И в тот момент, когда на вас будут влиять, как вы считаете, или на вашу семью, вот можно написать «Семья Наташи Деминской». И когда будет влиять, там, втыкать что-то, плевать в вашу сторону, то это будет идти на ленту. И лента растрепится, после этого там что-то с ней произойдет, если есть какое-то влияние, и все. А на вас это влиять не будет. Таким образом вы сделаете некий перенос, который называется в магии вольтом, и перенесете ее влияние, если вы считаете, что оно есть, на вот такую обычную ленточку. Магия вам в помощь. Андрей Петров. Почему у многих женщин после свадьбы сразу начинает болеть голова? Как решить эту проблему, если налево бегать не хочется?
Не нужно рассматривать женщину как станок, который называется козел, который используют в как гимнастический снаряд. Ой, сори. И не нужно это использовать как гимнастический снаряд. Женщина не мясо. У женщины есть душа. Женщина цветок. В случае, если вы мужчина, восхищайтесь, чтобы она видела. Говорите, как она вам нравится. Обнимайте ее, гладьте ее, и это будет, и у нее навсегда перестанет болеть голова. Она всегда будет... Что хочет женщина от своего мужчины? Она хочет, чтобы он говорил ей слова о том, как она ему нравится. Почему? Я вам открою тайну. Каждая женщина с самого своего рождения, даже самая красивая, постоянно нуждается в том, чтобы ей кто-то доказывал, что она красивая. Если ей не доказывают, что она красивая, она себя заклевывает и считает, что она некрасивая. Именно поэтому, какая бы красивая женщина ни была, ей необходимо все время подтверждение. Подтверждение детей, подтверждение родственников. Это как мужчине нравится смотреть на женщину, так женщине хочется, чтобы ей все время говорили комплименты. Ну и если вы муж ее, то вы должны их говорить больше, чем все остальные люди. Ты моя зайка, ты мое солнышко, такая сегодня красивая. Ой, какой у тебя особенный взгляд, какие у тебя потрясающие сегодня волосы. Я забыл тебе сказать что-то очень важное. Что же это, что у нас денег не будет? Нет, я тебя очень искренне люблю, потому что мне судьба дала такую прекрасную женщину, как ты, такую красивую. Даже можете скрестить пальцы, если вам не нравится. Главное ей это сказать. И поверьте мне, дальше будет все очень хорошо. А если с самого утра начинается у тебя там, и ты не пожарила, ты не наварила, ты не сделала, да что же это такое, что такая тупая вообще, когда ты начнешь зарабатывать, у нас все плохо, сколько может это продолжаться, задолбала, ты дома находишься, не могла полы убрать, почему полы не блестят, почему ты не умеешь готовить, да твоя мама какашка, твой отец вообще тупой олень и так далее. И после этого я, любимая, я созрел, у меня там все, либидо появилось, что же мне теперь делать? Ничего, я бы тоже не дал, если был бы женщиной. Почему? Как такое может быть? Это для мужчин все равно, если им говорят, ты тупой олень, он через полчаса не забывает, об этом забывает, а женщина помнит. Женщину нельзя оскорблять и говорить ей что-то плохое, что касается ее внешнего вида. Не смейте этого делать, не ломайте эти бедные души человеческие, они хорошие, правда. Не нравится вам, знайте, чем красивее женщина, тем больше муж зарабатывает. Во многом красота зависит еще и от того, что мужчина может предложить этой женщине. Он может ей предложить спать дольше, у нее будут глаза красивые. Он может ей дать возможность одеваться красиво, она сможет конкурировать рядом с другими женщинами. Он освободит ее от детей, она больше начнет заниматься внешним видом. Вы же поймите, женщины, они преданные. Женщина, она преданная, потому что она должна быть по природе, эволюционном таком, в эволюции людей, она должна быть преданной. Почему? Женщина предана, и это особенность ее. Если бы женщины с легкостью предавали, то тогда они бы могли во время рождения ребенка с легкостью его предать. И мир или поколение людей на этом бы закончилось. Не смогли бы рождаться люди. А так женщина, она верна своему ребенку, она верна его вскармливая, она верна и в тот момент, когда он растет. Это по-честному, это верность, понимаете. И поэтому женщина, несмотря на то, что там плохой мужчина, хороший, и даже несмотря на то, что очень часто это не самые лучшие представители общества людей, эти мужчины, они все равно остаются верными, они душой остаются верными и так далее. Но они верные женщины. Неверные женщины — это те женщины, которые понимают, что они не нравятся мужчинам. Женщина только одного хочет. Она хочет постоянно нравиться своему мужчине. Она хочет только одного, чтобы он в ней признавал ту женщину, которой можно восхищаться, и ту женщину, которую можно любить. Конец. А секс? Ну а что секс? Секс — это потом. Секс — это потом. Будет восхищение, будет у вас полно секса. Не будет восхищения, не будет не полно секса. А еще, мужчины, мойте ноги перед сном и попы тоже. И тогда будет у вас больше шансов.
Иногда мужчина ложится и даже на расстоянии несколько километров от него пахнет. Вообще мужчину можно понять. Он устал, он целый день работал и так далее. Но если вы ложитесь с женщиной, которую вы любите, доказательством вашей любви может быть посещение душа. Бывает и так. Я иду на ночь, бреюсь. Почему? Люблю жену. Почему у многих женщин после свадьбы сразу начинает болеть голова? Ответ дан сполна, по-моему. Не знаю, может быть, я не прав. Напишите в комментариях потом. Большое вам спасибо за то, что оставили комментарии к видео трансляции, которая была в прошлой пятнице. Данное видео набрало 59 тысяч человек. 59 тысяч комментариев и 1000 комментариев, за счет этого оно набрало 59 тысяч просмотров. Ну, большое вам за это спасибо. Теперь это видео смогут увидеть огромное количество людей. Оно как бы, как это называется, индексируется. Оставляйте под видео комментарии. Это дает мне силы в дальнейшем проводить вот такие видеотрансляции. Надежда Кухлененко, ученица второй бесплатной ступени, что может обозначать черный крест из облаков над домом. Небо чистое, голубое, а в течение 5 минут крест разошелся в облака. Крест это плюс. Поэтому в случае, если вы видите плюс, то тогда у вас что-то хорошее в жизни добавится. О, понятно? А крест сразу, ну что ж такое? Ольга Бретецкая. Почему мне снятся каждый день сны, как в реальной жизни, и как фильмы, а многим людям вообще не снятся сны? Заранее спасибо, ваша ученица. Это связано с особенностью строения нашего мозга и связано с иллюзиями. Обычно, когда сны снятся очень яркие такие, то это говорит о том, что сознание очень легко переходит в иллюзорный мир. И это говорит о том, что вы мечтательный человек. А более практичные люди менее снятся сны. Именно поэтому, если вам не снятся сны, мечтайте больше. А если вам снятся сны, то мечтайте меньше. Все должно быть в меру. Мамси. Что-то вы мамси заладили. Андрей Андреевич, у меня родила... Так вы по несколько раз один и тот же вопрос, да? Оксана Ефанова. Помогите разобраться, когда лучше читать какие мантры и коды. Слышала, что утром на отдачу, вечером на привлечение. Из этого следует вывод, что лучше отдавать, читать долгов и зла, а вечером на деньги, везение, красоту. Помогите разобраться. Да, это действительно так, но это для более таких специалистов, то есть для профессионалов. Обычный человек обычно может читать коды для денег, когда хочет. Или коды от зла тоже, когда хочет. И с открытыми и с закрытыми глазами. Но с открытыми днем лучше. Для того, чтобы эффективность была лучше. А если, допустим, у вас не получается долг отдать, или у вас неприятности какие-то, то можно читать хоть круглые сутки. И днем, и ночью, но не лежа и не закрывая глаза. Читайте, когда хотите. Ольга Таран, здравствуйте. Закончили первую и вторую ступень и начали третью ступень. Были положительные изменения. Учитель, нам плохо стало в конце третьей обновленной ступени. Прошли ее и в итоге разрушилось все. Работа у двоих, выгнали, источники дохода исчезли. Отношения разрушились, люди нас ненавидеть стали. Практики третьей ступени стали работать в обратном порядке. 1000 неприятностей начались у нас. Вместо уверенности появились страхи, панические атаки. Поток закручивает только плохие события. Заниматься практиками стало даже страшно. Купили 4-ю, поставили гармонизатор. Дальше один день пока не пошли. Чувствуется ужас в груди от панические атаки. Ого, как много. Хотим учиться дальше. Плохое, от чего мы хотим избавиться, возвращается к нам, как будто поставили зеркальную защиту. Ой, как вы много всего представили там. Как ваши четвероклашки, хотим учиться дальше, покупаем шумы, хотим купить семинары. Как убрать обратный результат. Из-за чего это происходит? Вы учите, как сделать жизнь лучше. И такого результата быть не должно. Вы делаете для людей только доброе. Пожалуйста, помогите. Я с удовольствием это сейчас прокомментирую, с удовольствием. Для того, чтобы остановитесь, не нужны вам эзотерические ступени, не нужно ни коды никакие слушать, ничего, ни мантры денег, ничего. Начните с моей философии, которая заключается вот в чем. Запомните навсегда вот эти 5 слов, которые я скажу. С нами происходит то, что мы чувствуем.
С нами происходит то, что мы чувствуем. И дальше совет. Старайтесь как можно больше получить хороших чувств на протяжении дня. Это вытянет вас. Думаете о бизнесе, старайтесь получать хорошие чувства. Думаете о муже, старайтесь хорошие чувства находить. Почистите помещение, раз там грязно. Конечно же, я сразу же вам написал, признавайтесь, к каким эзотерикам вы обращались за помощью. Конечно же, сразу же вы мне написали, опыт действительно был, когда была замужем, обращались к бабушке сохранить семью 20 лет назад, обращались 7 лет назад к нескольким целителям, наладить личную жизнь, экстрасенсу, Рустаму, в вашу школу пришла, чтобы жизнь наладилась, проблемы моими стали возникать и у дочери. Я могу вам сказать, что у вас внутреннее желание найти ориентирование на плохое. Находите ориентирование на хорошее, но, к сожалению, вы меня сейчас не услышите, я это абсолютно четко понимаю. Но если бы вы услышали и не искали бы зло, которое, поймите, когда человек отталкивает зло и думает, что он отталкивает зло, считая, что весь мир это зло, то он отталкивает и добро. Как же я могу взять, вот представьте себе, есть большое количество людей, это люди, которые хотят, может быть, меня толкнуть или нахамить мне, но среди них есть человек, который хочет меня покормить. А теперь скажите мне, отталкивая всех, я умру от голода? Конечно, не надо так защищаться от мира. Мир не только зло, друзья мои, мир это еще и добро. Мир это то, что нам хочет давать. Нужно поверить в то, что там не только у нас отбирать хотят, а хотят еще давать. Не только нас ненавидеть и глушить, а еще и наоборот песни петь, и обнимать и целовать. Верьте в то, что мир не только зло, что на вас не только нападать хотят. Поверьте в то, что вам еще и дать что-то хотят. Не нужно вечно защищаться и отталкивать. Я понимаю людей, которые вечно думают, надо защищаться, надо отталкивать. Это нищета, это плохо. Ориентируйтесь на что-то хорошее, ведь вы одеты, это уже хорошо, вы тепленькая, это хорошо, у вас есть где жить, это хорошо, есть с кем жить, у вас даже мужчина есть, чего нет у многих женщин. А вы и тут считаете, что это плохо, да и у дочки плохо, да не у дочки плохо, это с вами все связано, находите что-то хорошее, ведь мы же сами можем создать праздник. Саш, ты создаешь праздник? Конечно, каждый человек может создавать праздник. Моя жена утром просыпается, бежит и делает губы красивыми себе. Почему? Она пытается создать праздник. И я пытаюсь создать праздник. Вот сегодня буду ехать, цветы какие-нибудь куплю. И стараюсь праздники для детей делать. И елочку начнем завтра ставить во второй половине дня. Это все очень приятно. Пусть праздник будет, держитесь за ручки, когда сидите, находите возможность быть хоть чуть-чуть чувственными друг к другу, находите эту доброту. Бог дал каждому человеку любовь в середине его груди. Найдите любовь, почувствуйте, закройте глаза и почувствуйте, что Бог в середине вас любит. И Он вас создал, и Он вас защищает, и всегда защищал. Просто вы потеряли вот эту связь. Найдите это в середине груди, там где-то далеко, в глубине оно есть. Оно есть, и вот то маленькое что-то, оно вас маленькое там любит и защищает постоянно. А мы постоянно ищем, там, свекровь ездит, она во всем виновата. Не ищите никого виновных. Мы кузнецы своего счастья, мы сами можем выковать себе свою судьбу. Не надо вам проходить ступени, заканчивайте, не ищите ни добро, ни зло, начните заниматься философией, ищите возможность чувствовать радость. Иначе не будет никогда, никакие ступени вам в жизни вашей не помогут. Кристина Маврамади, спасибо, что отвечаете на вопросы, очень хочется приобрести квартиру в Греции. Начала заполнять коробочку с дачей мелочи и потихоньку откладывать на квартиру. Как вы думаете, получится приобрести? Конечно. Приобрела первую обновленную новогодний подарок, спасибо за труд, пожалуйста. Світлана Шацьких, я слухаю ваші вебінари, так ось. Після одного прослуховування мені показали цифру 54 в чотирикутнику, а потом 11. Как это пояснить? Не знаю. А вы знаете, вам же кто-то показал? Вот кто показал, спросите у него, хорошо? Ведь если вам где-то показывают, то скажите, а что же вы мне показываете, что обозначает? Ну, вот где-то так. А я что при чем? Это ж не я показал. Вот если бы я показал, я бы объяснил. А так показывают, не объясняют. Ужас какой.
Ну а без шуток, 54 это девятка, это говорит о том, что кого-то нужно пожалеть. А 11 это двойка, это говорит о том, что что-то прибавится. Ирина Задорожная. Я по осени сшила себе платье, шила мне его знакомая. Когда спросила о цене, она отмахнулась. Сказала, потом обговорим. Но когда платье было готово, она мне отдала его со словами: вспоминай моего мужа. Как же его вспоминать, если вы с ним не жили? Ну, он был хорошим человеком, он трагически погиб на стройке, сорвался с лесов. Мне было очень неприятно, но я платье взяла. Носить его не хочется вообще. Как быть в такой ситуации, если я правильно понимаю, это платье сшила в виде просада? Нет, она платье не шила в виде просада, она платье шила, как бы, чтобы поминки были, как бы, чтобы душа переродилась и душе было легче, как бы плюсик поставить. А вы скажите: хорошо, я принимаю, и скажите, расчетом моим является вот этот мужчина, муж этой женщины, он был хорошим человеком, все, платье принимаю, а о нем больше не вспоминайте. Таким образом вы как бы сделаете, дашь свою оплату, чтобы не быть должным. А если вы не носите оно у вас, то вы становитесь должником. Пока не поменете этого человека, будете должны. Скажите: поминаю его, хороший человек был, отличный. О, эко-платье какое получилось-то. На меня как раз такое красиво. Вита Попова. Скажите, пожалуйста, может ли маленький ребенок видеть другие субстанции? Было неоднократно, дочь не верила, что внучка видит и пугается. Потом сама заметила, что она смотрит в тот угол, что на потолок. Что посоветуете сделать? Бойтесь этого, друзья мои. Если дети видят что-то, не поддерживайте, не развивайте. Старайтесь просмотреть, спит ли ребенок долго. Почему? Есть такое понятие, которое называется психические заболевания. Когда ребенок начинает видеть, начинает от этого пугаться, бояться и так далее, то не хватает магния, кальция, и это может привести в дальнейшем к появлению каких-то не очень приятных ситуаций с психическим здоровьем ребенка. Я противник того, чтобы ясновидение — это никакое не ясновидение, это иллюзорное пространство, и оно не очень хорошо для ребенка, оно истощает психическую деятельность и так далее. Ребенок может быть мнительный, и потом подхватить эту идею, и потом будет совсем все плохо. Начните давать магний, чтобы ребенок успокоился, и кальций для того, чтобы более сильнее стимулировать работу сердца, так как на фоне высокой глюкозы, гликирования гемоглобина или высокого низкого гемоглобина могут появляться вот такие галлюцинации. Кальций и магний поможет. Ольга Рудая. Подскажите, пожалуйста, знак для торговли подмышкой, который вы давали в группе и поясняли, что нельзя его видеть в зеркале, чтобы кто-то не увидел, не будет работать в тот день. Если заново на следующий день сделать, будет работать? Да. Проходите ступень. Ирина Шупик. Практически все женщины в нашем роду остаются одинокими. Я в их числе. 2 неудачных браки. Возможно, это что-то по роду. О боже, все, вы готовый человек, которого можно обработать? Конечно. И 200 баксов я тебе сейчас распутаю путы. Подую в спину, это у тебя проклятие, дорогая, проклятие. Тебе никто не поможет. Только я. О, Махабуракам. Все. $200 с тебя, я сказал волшебные слова. Теперь выздоровеешь и будешь женаты. Ну ладно, возможно, это что-то по роду, но скорее всего по возрасту. Да что ж такое, ну. То по роду, то по возрасту. Скорее всего по возрасту. Я уже не могу ни о что рассчитывать, но у меня есть дочь. Не хотелось бы ей такой судьбы. Смотрю я на вас, Ирина Щупик, и могу вам сказать, что все шансы у вас быть любимой женщиной и выйти замуж имеются. И нет у вас там никакого родового проклятия. Ваше родовое проклятие заключается в том, что вы, когда встречаетесь с мужчинами, то есть у вас внутреннее состояние недоверия. То есть им нужно не доверять, потому что они все какашки, что им доверять. А этого не нужно делать. Каждый раз, когда будете видеть мужчину, считайте, что он хороший человек. И чувствуйте в середине своей груди какую-то, может быть, даже человечность, знаете. Потому что обычно, знаете, как женщины делают. Давай познакомимся. Так он 100% хочет отобрать мои деньги, забрать моих детей, отнять мое имущество, прописаться в моей квартире.
То ничего он не хочет вообще, он еще и не начал даже. А у тебя есть деньги? Нету. У него денег нет. Что ж я с ним буду делать? Будете жить. Будет вас греть, такой теплый, большой. Это ж приятно, сейчас зима, а рядом теплое существо лежит. Покормили, зато сколько тепла, видите. Можно обогрев уменьшить, потом платить за коммунальные платежи меньше. Это ж вообще сколько пользы вообще. От мужчин много пользы. Опять-таки, я хотел сказать, может от врага защитить, но не буду говорить, потому что есть такие мужчины, что ни от кого не защитят. Да ладно, какая разница. Может на машине покатать когда-нибудь, если у него права есть. А если нет, то начнет там когда-нибудь на рыбалку сходит, рыбы принесет. О, вспомнил. Богдан Андреевич Кравченко. Уважение, почтение, спасибо. Очень хочу задать вопрос, но пока стесняюсь. Мужчинам это не свойственно. Пусть сложатся так обстоятельства, чтобы мы встретились и пообщались онлайн или офлайн, не имеет значения. Вот ценю, дорожу нашим знакомством, очень сильно с добром к вам в семье отношусь. Я не могу объяснить, но последнее время не могу оторваться от ваших вебинаров и семинаров. Так проникаюсь до слез и радости. Хотя много времени не могла слушать, не шла информация. С чистым сердцем и любовью, в хорошем смысле всего написанного, Маша Якушева, Витебск. Маша, а почему вы пишете от Богдана Андреевича Кравченко? Маша, все хорошо, конечно же, пишите мне в Viber, я вас помню по морским курсам, все хорошо. Винета Витина, добрый день, мой муж патологический врун. Ах ты шайтан. Что делать? Можно изменить его. Смотрите, как все устроено. Если один человек занимает позицию судьи, то другой человек занимает позицию подсудимого. В случае, если человек судья, то ему подсудимый будет говорить неправду. Всегда. Почему? Он будет ему врать все время. Почему? Посмотрите свое отношение к вашему мужу. Если вы живете с позиции обвинения и претензий, то он будет все время себя выгораживать. И это не жизнь, а мучение. А скажите, подсудимый хочет жить с судьей постоянно? Никогда. Рано или поздно он может убежать или спиться. Именно поэтому переориентируйте себя и начните восхищаться вашим мужем. А вообще более подробно об этом я даю на первой и второй старой и обновленных ступенях школы Кайлас. И вот мне прямо захотелось вас удалить из группы, но я вас оставлю, если вы пообещаете Винета до следующей недели пройти все-таки первую ступень. Иначе я вас из группы удалю. Мариша Марина, добрый день, ученица первой и второй ступени. Слушаю вебинары, читаю код на замужество, практикую мантры, хочу встретить человека, но что-то не получается уже давно. Иногда кажется, что это одиночество затянуло очень сильно. Это все страдания. Прошу вас совета, что подскажете делать? Принимаю, что время детей и семьи уже 35. Да что с женщинами произошло? Красивая женщина, 35 лет, блондинка, и при этом она страдает, что все, уже конец мне. Что с вами? В 35 только мудрость приходит к женщине, понимаете? В 35 только начало вообще семьи. В Европе это возраст вообще, когда первый раз с мужчиной спать начинают. А вы все уже бабушкой себя окрестили. Что с вами? Ну что с этими людьми? Еще и красивая женщина. Хотите выйти замуж, у вас есть деньги, купите за $100 мой семинар, он называется «Замужество. Быстрое замужество 2020 года». Я вам обещаю вернуть деньги, если вы, делая только то, что я говорю, первые 20 минут, будете делать. И если вы на протяжении, при людях пишу, если вы на протяжении 1 месяца будете делать то, что я говорю, 20 минут в начале этого семинара, если вы сделаете это 1 месяц и не выйдете замуж, то тогда я вам верну деньги, обещаю. Пожалуйста. Женя Анисимова, скажите, пожалуйста, можно ли проводить запечатывание, очищение, освещение квартиры утром, пока спят? Ну да. Скажите, спрашивает Руслана Викторовна, скажите, пожалуйста, можно ли заниматься эзотерическими практиками в тот день, когда приходится резать и разделывать домашних курей или другую живность? Да, можно.
Здравствуйте, ваша ученица из Тбилиси. Прохожу практики на замужество, очень нервничаю о сыне, но пока ничего не получается. Смотрю все ваши семинары, читаю мантры. Пожалуйста, если можно, скажите, когда он женится, наконец-то? Ему сейчас 25 лет, так рано еще. Я вообще в 40. Очень беспокоюсь. Спасибо, 35, да, или там 34, во сколько мне там было. Очень беспокоюсь, спасибо, что у нас есть, дай бог. Вообще не заморачивайтесь, женится ваш мужчина, пусть выберет себе нормальную. Не переживайте, вы своими переживаниями все ломаете. 25 лет для нашей нации это много, поэтому я переживаю. Ничего немного, сейчас мужчины женятся в любой нации. Знаете, сколько в вашей нации есть женщин, которым необходим мужчина? Просто он не клацнуло у него еще чего-то. А вы успокойтесь, все произойдет. Можно ли собирать коробку с мелочью, чтобы быстрее рассчитаться за ипотеку? Нет. Цель, чтобы квартира стала только моя? Нет. Она в залоге у банка? Нет. Ни на что не собирайте. Как поступить эзотерически? Умер муж, но в наследство нам с ребенком досталась квартира в аресте, в которой мы проживаем, и машина. Нам обязали выплатить долги по суду. Долг не маленький. Знаю практику сжигания на свече, но затрудняюсь понять, что мне представлять в это время, как муж брал долг. Представляете, будто вас из квартиры выгоняют. И читайте коды, заклинания, победа в судебном деле. Вы какой-то Денис Тихонравов. Вы как-то рассказывали о знакомом таксисте, который сменил работу с легкой на физически тяжелую при одинаковой оплате труда. Как выбирать в себе этот паттерн? Много работаешь, много зарабатываешь. В заклинаниях было переход на новый социальный уровень. Наверное, это о том. Вы правы. Дело в том, что очень нам помогает внешний мир. В тот момент, когда вы хотите поменять работу, посмотрите, если у вас настроение от этого улучшилось, если все близкие начинают радоваться, то тогда вам необходимо это сделать. Обычно, когда я назначаю встречу человеку, и там человек говорит: Андрей Андреевич, давайте встретимся, или я начинаю думать о том, что вот у меня была идея такая, хотел запустить там что-то. И говорю: завтра я поеду, или завтра уже об этом буду разговаривать с семьей своей, что я хочу вот это делать, новое производство. И утром, очень рано, где-то в 7 часов утра, пришла ко мне маленькая дочь Роза. Она легла рядом со мной и говорит: папа, я так тебя люблю. Скажите, это было подсказкой того, что мне необходимо было это делать в жизни? Так вот, это было успешно. Была вторая ситуация. Человек говорит мне: давайте встретимся, давайте. Я вот пытаюсь утром поехать к нему, говорю: я сегодня поеду, водитель задерживается, жена говорит: у меня не получается, мне нужно тоже куда-то поехать, там еще что-то не получается, там кто-то дома надулся, ребенок кричит с утра, кушать не хочет и так далее. Это о чем говорит? Внешний мир всегда нам подсказку делает, нужно нам что-то делать или нет. Задайте вопросы, посмотрите. День радостный, нужно это делать. День нерадостный, не нужно. Вот и конец. Здравствуйте. Саша Забияка. Ух ты ж. Не в тему эзотерики, но вдруг есть ответ. Стала замечать, что очень громко говорю, люди делают замечания. Возможно, вы подскажете способ, как с этим справиться. Если человек очень громко говорит на эзотерическом плане, это говорит о том, что у него очень развито эгоизм. Не произносите слово «я». Слух вернется в нормальное состояние. Не произносите слово «я» на протяжении 1 месяца, и слух нормализуется. Елена Зацепина: помогите, пожалуйста, справиться со стыдом. Вот мне стыдно написать свой вопрос. Стыдно что-то сказать, как неправильно поймут. Стыдно часто за кого-то, хоть я не виновата вообще. Подскажите, как справиться. Это как раз и есть карма. Вы, наверное, в жизни чего-то желаете. Так вот, обычно люди, которые начинают чего-то желать, у них появляется качество, которое больше всего их начинает мучить. И я еще раз хочу вам сказать, это одна из вот таких эзотерических тайн, которые существуют на Земле. Когда человек, допустим, чего-то хочет в жизни, допустим, он говорит: я хочу много зарабатывать. И в этот момент у человека появляются возможности, появляются какие-нибудь знакомства, которые требуют от него действий. И в этот момент у человека появляется страх, или стыдно, или выступать стыдно, или еще что-то. И в этот момент человек это не делает, он начинает этого избегать. Так вот, я хочу вам дать совет.
Избегание. В тот момент, когда у вас есть задача или вы чего-то пожелали, то вы это сразу же автоматически поднимает в вашей жизни то, что является преградой на пути к достижению этой задачи. Именно поэтому, если вы чего-либо желали, там, замуж выйти, а что вас мучает? Я боюсь выступать перед публикой. Выступите перед публикой 10 раз, и это у вас исчезнет. Знаете, почему вы видите очень успешных людей? Вот никогда не обращали внимания, что очень часто очень знаменитые такие люди, допустим, там очень богатые люди, очень знаменитые люди, они обычно очень некрасивые, невысокого роста, там, плешивые. Вот смотрите, там президенты, допустим, там, президент Зеленский маленький, президент Путин маленький, смотришь на Макрона, тоже там метр в кепке, Анджела Меркель маленькая. То есть смотришь на этих людей, они маленькие. Нельзя сказать, чтобы они были при этом еще и очень красивыми. Но если сказать честно, шепотом, то я могу сказать, что они и не очень умные. Но дело в том, что им чертовски везет. Вопрос, почему? Какое же у них есть удивительное качество, которое отличает их от всех людей? Это качество есть абсолютно у всех и у каждого успешного человека. Это преодолевание собственных страхов. Знаете, чем отличается человек, который боится от человека, боится выступать на публике? Чем отличается человек от того человека, который не боится выступать на публике? Тот, который боится, и тот, который не боится, оба боятся. Но тот, который боится, он молчит об этом и выступает. А тот, который, тот, который боится, говорит всем об этом. А тот, который не боится, молчит. И когда у него спросят, ну что, боишься? То он бы хотел сказать, конечно, у меня там все трясется. Но при этом он делает невозмутимое лицо и показывает всем, что ему не страшно. Почему? Это рефлексы. Это нормальные человеческие рефлексы. Это для того, чтобы не бояться, как я, выступать на публике, а я на ней выступаю там с 18 лет, то необходимо много лет это делать. И это нормальные процессы для человека. Преодолевание себя — это путь к достижению человеком своих поставленных мечтаний, задач и целей. Вот оно. Это и есть тот паттерн, никакие не влияния, преодолевание себя. На чужом горбу не заедешь в рай. Только путем изменения себя, преодолеванием состояния комфорта, преодолевания своих персональных страхов мы добиваемся всего в своей жизни. Это у всех. И у Сороса, который был из угорщины, как это, Венгрия, который переехал в Америку, и который там занимался, и который стал очень богатым человеком. Когда-то слушал лекцию его, и он рассказывал студентам о том, что самое важное для человека — это преодолевание собственных страхов. Я с ним абсолютно согласен. Именно поэтому самые маленькие, самые вот такие, наверное, долбанутенькие, самые, наверное, неудачливые, они преодолевают страхи. Почему? Это конкуренция. Им больше нечем конкурировать. Они должны конкурировать путем преодолевания себя. Самые некрасивые выходят замуж за самых богатых. Почему? Богатые мечтают, что кто-то потратит их деньги, а девушки мечтают их потратить. А потратить их могут только девушки вредные, злюки, негодяйки. Поэтому обычно так и бывает, что негодяйки попадают к очень богатым мужчинам, а все остальные хорошие к обычным. Такова судьба. Если где-то стакан наполовину, вернее, если где-то стакан полон, то в противовес ему должен появиться стакан, который наполнен. Елена Лауман. Здравствуйте, с наступающими праздниками, поздравляем всей семьей вашей. Спасибо, мои тревоги о сыне не проходят, очень хочу ему помочь. Он метается слева направо и может определиться, как жить. Не работает, не учится, как эзотерически ему дать пендель в свои 27 лет без образования. После школы на профессию начинает бросать. Так много годков уже будто блок стоит, только мечтает о красивой счастливой жизни. Хочет быть обеспеченным, но быстро. Даже дом мне купить на старость обещает. Он нормальный умный парень, ленится учиться или работать. Как я могу помочь? Вы никак. А вот путем
изменения себя в сторону дисциплины, в сторону... Поверьте мне, все в его жизни будет хорошо. Я вот сейчас смотрю, ничего такого страшного у него не будет. Отпустите его, он действительно сможет и зарабатывать. Старайтесь для него что-то делать, не контузьте его, не говорите, почему ты не работаешь, почему ты не учишься. Махните рукой. Это единственный повод для того, чтобы в его жизни что-то изменилось. Правда вам говорю. Любовь Базюк, поверьте мне. Ориентируйтесь на себя, не ориентируйтесь на него вообще. Вообще ему не говорите там, иди работай, не иди работай, делай, не делай, ничего не делайте. 1 год так проживите. Пусть живет как хочет, не высказывайтесь. Ему говорите, я во всем поддерживаю. Любовь Базюк, очень в теле усталость, даже если не работаю, витамины не помогают. Помогите, пожалуйста, чем убрать усталость? Когда у человека появляется усталость, это говорит о том, что у него, скорее всего, заболевание печени. И заболевание печени легко лечить. Это L-орнитин, L-аспарганин, аспарганин. И вы можете купить какой-нибудь препарат, в котором есть эти действующие вещества, ну хотя бы L-орнитин. И пропить такой препарат, он обычно в порошке, это аминокислота, 1 столовая ложка на стакан воды, по 2 стакана в день. 1 месяц, и у вас вновь появится радость, силы и так далее. Опять-таки, если у человека появляется вот такая усталость в теле, это может говорить о токсическом отравлении, это может говорить о сахарном диабете, это может говорить о нефрозе, но это не связано с энергетикой. Светлана Весна. Можно ли эзотерически помочь ребенку, девочке 7 лет, которая боится своего отца? Можно помочь эзотерически. Проходите ступени, об этом все рассказываю. Или как? Вы хотите, чтобы я это сделал? Валентина Бондаренко. Вот недавно купила на стену часы, они все время останавливаются. Я так рассердилась и бросила в горячую печь. Ух ты ж, как жестко у вас там. Вы главное, на детей не сердитесь. Договорились? Обещайте. Подскажите, как надо было поступить, чтобы знать, и что это значит? Что-то гнев у вас какой-то бесконтрольный такой. Ах ты что, жестко у вас так все. Где вы живете? В Таганроге? Светлана Китаева. Мне очень неудобно, все же есть вопрос. Как долго будет длиться моя тяжба с судом? Все понимаю, все принимаю, не могу пользоваться картами банка. Тяжба будет длиться у вас еще 2 года и не менее 3 месяцев. Вот так, не быстро. Как поступить эзотерически? Умер муж, наследство с ребенком, досталась квартира, нам обязали выплатить долги. Знаю практику сжигания, ответил. Проблемы с сыном, 29 лет, не работает. Ну, вымаливайте, я даю это на 1-й ступени, складывайте ручки и говорите, пусть у него и дальше по тексту, как я там даю. Вопрос по семинару программирования 21. Можно ли принимать участие, кто не ученик? Можно. Уже больше 2 лет дома по уходу за больной пожилой мамой в деменции. Вы как-то мне посоветовали представлять в небе светящийся глаз для духовных сил. Конечно, так и делаю. Но такое ощущение, что жизнь прекратилась. Возможности заработки исчезли. Государственные пособия недостаточности. Времени много, нет и условий. Подменить некому. О личной жизни сказать нечего. Пыталась подрабатывать, делая украшения Сваровски, но в связи с пандемией все остановилось. Даже на фиктивный брак согласилась для того, чтобы выжить. Приняла это как деньги ниоткуда. Дочь никак не может вернуться из Египта, так как проблема с визой для ее мужа. Начались проблемы со здоровьем и так далее. Как только появляется радость, она сменяется на отчаяние и безнадежность. Такое ощущение, что нет права на жизнь. Если бы школа, Кайлас, не знаю бы даже что было. Всегда помните, уважаемая госпожа, как бы вам в жизни не было плохо, всегда знайте, это временно. Принимайте, перепрыгивайте, переступайте, живите. Нету на большее, наслаждайтесь меньшим. Плохо очень, просите. Не ищите, не обвиняйте ее, потому что на ее месте вы можете оказаться когда-нибудь. Не нужно считать, что мама виновата во всем, что у нее деменция, и что если бы не было вот так, как сейчас, ее бы не было, то у вас было бы как-то хорошо. Я вас даже удивлю. Скорее всего, это связано с тем, что... не хочу вас оскорблять. Но все равно договорю.
Есть ли в этом всем выход? Есть выход. Есть выход. Этот выход заключается в том, чтобы, может быть, досматривать еще детей. Может быть, выращивать там, знаете, у нас есть знакомая, она дома выращивает тараканов. Она выращивает тараканов и потом их продает, этих тараканов. Для кого? Она продает, потому что есть вот такие ящерицы, которые едят этих тараканов, сверчков. Она купила аквариум и их там выращивает. И оказывается, это очень реально прибыльный бизнес. Правда, я вам говорю. И это несложно. Знаете, посмотрите, как можно дома в квартире заработать деньги. Посмотрите и займитесь поиском такой информации. Она есть, такая информация. То украшение Сваровски, что Сваровский сам не может сделать себе украшение. Там столько всего, какая безнадежность. У меня была знакомая тетя, она делала книги, брала книги, покупала на барахолке, делала им очень красивый внешний вид, такие как будто под старину, и потом продавала их через интернет. Она сейчас до сих пор этим занимается, у нее очень хорошо получается, там бутылки какие-то она старит и так далее. Элвис Лаканс. Здравствуй. Первые 3 месяца целыми днями занимался практиками. Зачем? Сократил до 3 утренних часов. Вместо манипхадра ставлю дыхательный код саттва-ваджа. Если возможность, дыхательным кодом замените амитабхи. Защитное заклинание делаю, сострадание окружающих людей на Мурадна Трая. 100 лучших пожеланий. И что? Что я должен сделать? Вам нужен, знаете что? Вам нужна моя обновленная ступень первая. Или же там купите коды, семинар коды от Дуйко, или пройдите Сангая с какими-нибудь кодами и занимайтесь по кодам. Там одни из первых, там и ваджасатвы, и там всего остального. Наталья Анзина. Добрый день. В Фейсбуке постоянно пишется, что все мантры, заклинания, коды для учеников школы Кайлас. Остальные не могут их практиковать и что такие ученики не нужны. Но ведь вы даете мантры в вебинарах по здоровью, как же быть? Можно ли их практиковать, не будучи учениками? Например, очень мнительные, сомневающиеся, не решающие их практиковать. Боюсь сделать что-то не так. И еще можно ли сказать предновогодний семинар, не будучи учеником вашим? Можно проходить семинар предновогодний, не будучи учеником. А вот по поводу мантр, заклинаний и кодов, я все равно хотел бы вам сказать, что хорошо было бы потратить свое время для того, чтобы пройти бесплатную первую ступень школы Кайлас в интернете. Не нужно пользоваться кодами, заклинаниями и мантрами бесплатно. Этого вам не нужно. Потому что вы в дальнейшем просто можете обвинить меня и сказать: Андрей Андреевич, что-то пошло не так, я поверила, читала коды и так далее. Мне это не нужно, потому что, читая коды или заклинания, или мантры, человек должен предварительно ознакомиться с философией моей школы. Магия без философии вредит. Философия без магии тоже. Скажите, в эзотерике в супружеской жизни имеет значение, с какой стороны от мужа в кровати должна спать жена? Имеет. Жена к мужу должна лежать так, чтобы муж от жены лежал по левую руку, а женщина к мужчине лежала по правую руку. Таким образом, женщина будет чувствовать себя более любимой. Здравствуйте, кто закладает ДНК в людыне? Бог, понятия не имею, не присутствовал, ничего сказать не могу. К сожалению, не знаю ответа на этот вопрос. Я думал, это как бы промысел Божий, знаете, который изменить невозможно. Нинель Шельдер, Нинель из Гомеля. Здравствуйте. Внук не любит ходить в садик, панические атаки, истерика. Вся семья расстроена, видя, как он трясется и меняется в лице. Как приучить силой тащить это не выход? С уважением к вам. Давайте ему на протяжении дня магний, а утром давайте кальций. Ребенок полностью изменится. Это адаптация, у него нарушение адаптации, она обычно возникает в случае, если у ребенка адреналиновый. Посмотрите мое видео, оно есть в интернете, называется «Адреналиновые дети». Сделайте так, чтобы вместо адреналина у ребенка формировалась адаптация, чтобы у него появлялись гормоны мозга, а не адреналин.
А это у него не появляется из-за недостаточности минералов магния и кальция. Вы как-то рассказывали, что когда появилась прибыль, нужно принести, положить деньги на кухне, чтобы ее переночевали. Нужно именно наличные или можно с карточки с деньгами? Можно карточку с деньгами, да. Не торопитесь тратить, пусть дома полежат. Подскажите, в моем случае возможен возврат к нормальной жизни? Заболела не сама. Помогите, пожалуйста. Возможно. Вы вернетесь к нормальной жизни. Татьяна Казимирова, скажите, пожалуйста, не навредит ли пространству в квартире приобретение головы быка как символ года? Вот такой. Навредит. Не нужен такой символ у вас в квартире. Такой символ будет очень напрягать всех людей, которые в квартире находятся. Подскажите, могу ли я помочь душе умершего сына? Кстати, я хочу вам сказать, что данный год это год железного быка. А железный бык становится золотым только в том случае, если его очень нагреть. Поэтому вот такой золотой бык, если его повесить, то все перебесятся. Никаких золотых красных цветов на Новый год, только синенькая. И не ругайтесь первые 15 дней после Нового года. Сделайте так, отдохните. Сделайте так, чтобы все было тихо, спокойно, ровно. Я даже первый месяц после Нового года выступать не буду на публике. Хочу провести исключительно с семьей, травку пощипать. Виктория Страшко, спасибо за ежеминутный труд для людей. Любимый человек подарил кошелек. Как можно его выкупить? Или может мантру начитать? Ничего страшного, это не так принципиально. Носите. Скажите, за поцелуй. Любимые можно. Это же все в один котел, знаете. Любимые могут друг другу дарить. Если это в один котел деньги, то можно. Рустам Абулханов. Прошел первую ступень, читаю мантру, делаю практики, слушаю шумы. Последнее время начал замечать, что становлюсь злее. Злые мысли отомстить кому-либо. Бывает, не сержусь, накричу на родителей, начали бесить товарищи по работе. Пройдите 63-е Сангая, все изменится. Вообще хочу вам сказать, что это все будет длиться до 27 декабря. А потом всех отпустит, потому что сейчас очень плохое время, когда люди как раз вот вредничают и нервничают. Или 65-е Сангая. Пройдя его, вот эти элементы вас отпустят. Очень нужна консультация по поводу моего родственника, которого оговорили на работе, и теперь он вынужден отбывать тюремный срок 5 лет. Можно ли ему помочь как-то изменить в лучшую сторону? Я не даю консультации по отношению к тем людям, которые сидят в тюрьме, не являясь учениками школы. Проходите школу, там все есть в этой школе моей. Там я даю и коды, и мантры, как это убрать, все известно. Очень признателен вам за знание, помощь и поддержку. Приобрела семинар предсказания по кубикам. Можно ли мне зарабатывать на гадании? Пожалуйста. Достаточно духовного имени для защиты? Да. Расскажите, пожалуйста, какие практики лучше проводить, смотря на солнце и возле моря? Смотреть на море плохо, финансы уходят и молодость. На солнце плохо. Солнце дает надежду, успех и желание жить. На солнце практики проводить нужно так, чтобы не сгореть, поднять руки вверх и сказать: дай мне свой лучик, и представить, как луч от солнца зашел в ваше тело. Это оздоровит ваши полые органы, кишки, кости, а также наполнит вас вот такой солнечной энергией. Делается это 1-2 секунды, и данный метод позволяет человеку не сгореть. А в остальном не нужно. Повлияет ли на людей то, что они занимались практиками во время затмений? Нет. Можно ли женщинам заниматься эзотерикой во время месячных? Смотрите школьные ступени, там все вопросы на эти вопросы есть. Можно заниматься. Помогите, как можно помочь моему сыну? За пару месяцев переболел 3-4 раза, подвернул ногу, не успела нога пройти и снова заболел. До этого он так часто не болел. Большое спасибо. Оденьте ему на указательный палец левой и правой руки кольцо, сделанное из железа. И он перестанет попадать в такие ситуации. Подскажите, как придумать ситуацию для работы со свечой, чтобы взяли на работу? Понятия не имею, о чем вы спрашиваете. Не подскажете, что значит этот символ у известного талантливого канадского певца? Данный символ является символом материального роста. И данный символ имеет определенное значение, и мне он известен. Даю его, именно этот символ, в своем семинаре, который называется Sunshine Кокон для денег, как один из символов богатства. Скажите, пожалуйста, если в церковь захожу, что можно за упокой родителей свечу ставить или не нужно этого делать? Можно, пожалуйста.
Дудка спрашивает: добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич, скажите, если пересматривать тот момент, когда вы воздействуете от пьянства, или уже достаточно? Сын Андрей, я верю, что помощи повторения не будет. Да, можно, да, пожалуйста. Если мало, допустим, человеку моего воздействия одного раза, то тогда он платит еще раз при просматривании, и тогда получает воздействие еще раз. Вот таким образом это работает. Ученица второй обновленной ступени, слушаю шум для работы, читаю мантру. Вы молодец. Как вылечить грыжу поясницы эзотерическим методом? Все даю на первой ступени. Сколько у нас там время? 19:11. Будем заканчивать. Подскажите, можно ли очищать еду животным, как мы очищаем себе? Да. Могут ли люди энергетически плохо влиять на домашних животных? Да. Если да, то как защитить? Очищая пространство. Хочу вас пригласить. Я сделал такой семинар, который называется семинар «Защита от зла, бесов, влияния, проклятий» и так далее. Я его буду проводить завтра. Хочу прочитать, что будет во время его проведения. Значит, сейчас я его нахожу. Я его так назвал для себя, он называется СНГ-66 от бесов. Там я буду давать коды от бесов, от дьявола, нечисти, устранить нежелание, импотенцию, наведенную от пьянства, чтобы отпустил от влияния колдовства, магии, от плохих людей, защититься от любой порчи, наведенной от сглаза, от испуга, от гнева, от духов, джиннов, сатаны, от плохих мыслей, от беспокойства, грусти, уничтожения нитей, негативного влияния планет, от влияния кармы. Метод Лалкитаб, великолепный метод всех видов сглаза, от внутренних проклятий, очистить энергетический кокон от любого зла капали, которое наведено с помощью благовония, от любого подклада, очистить квартиру от дурни, одержимости, психических заболеваний, для стабилизации жизненной энергии, если она куда-то уходит по причине влияния на человека, чтобы плохие люди не попадались и не было бандитов в жизни, чтобы магию вернуть тому, кто ее на вас навел, убрать порчу с глаза, поставить там защиты себе, чтобы они работали там год или два, их будет 2. Также я проведу обряд такой, где буду убирать с вас змеиную шкуру. Это обряд, который уберет ментальные мысли по отношению к вам. Работа с негативными вибрациями своими чужими, которые освободят вас от каких-то там моментов, которые связаны с тем, что там не получается зарабатывать, ничего не получается. Буду работать убирание приворотов, обряды от кладбищенской магии, от подсыпания, от вольтов. Также проведу обряд, где уберу какие-либо элементы, которые были в виде подклада подобраны и положены вам в вашу квартиру или ваш офис. Это все буду завтра просматривать и буду это все убирать. Также поработаю с психосоматическими заболеваниями с помощью эзотерики. И это все закончу элементами призм, то есть буду просматривать каждую вашу призму. И это призмы, которые дают человеку энергию денег, богатства, порч, обретение семьи, нерешительность, негативных концепций, проблемы астрала там, и проблемы плохого самочувствия и так далее. Со всем этим буду работать как целитель. Над порчей блуда там еще практики, и завершим это все включением в жизнь потока материального благополучия, который называется КИТ. И вот таким образом постараюсь отработать на завтрашнем СНГ. Я очень рекомендую на нем поприсутствовать всем людям, которые ну никак не могут справиться с тем ужасом жизни, который сейчас у вас находится. Да, действительно так бывает, что человек сам старается и много работает, и много старается, и много в жизни всего делает, но какие-то элементы влияния, которые у него есть, которые он, как правило, очень часто ставит даже сам себе. Как это происходит? Ну, человек говорит: я хочу иметь на Крещатике квартиру, это такая моя мечта. И потом говорит: нет, на Крещатике плохо, я не хочу уже, я хочу в другом районе. А как же на Крещатике? Там же уже стоит программа. И эта программа работает, представляете. Человек мечтает сначала на Пете жениться, потом на Васе, потом на Коле, потом... А это же все тратится энергия, она тратится, слипается, и после чего превращается в энергетическую вот такую порчу. И ее же кто-то должен вам убирать. Ну вот такие люди, как я, это умеют делать. И вы можете поприсутствовать и дать мне возможность, чтобы я с вами отработал и у вас это убрал.
Также это СНГЯ номер 66 можно в дальнейшем приобрести на моем сайте Дуйко Гуру и проходить в домашних условиях. В записи эффект будет иметь точно такой же. С вами был Андрей Дуйко. Я очень рад, надеюсь, данный семинар вам понравился. Марьяна, мне 38 лет, с раннего возраста щипаюсь до сих пор. Всех родных и неродных. Правая рука тянется кого-то ущипнуть. Я вроде ласковая и до скандала доходит. Закончила первую ступень. Позавчера участница марафона 2. Скажите, если возможно убрать. Приходите завтра на СНГЯ, но обязательно мне напомните, что вы щипаетесь. И я уберу. Я вам обещаю. За один раз. Я знаю, как это сделать. Все, до свидания. Я рад был вас всех видеть. И еще раз спасибо.